Здорово, Рабл. Как идет обучение? Да, неплохо на самом деле. Довольно-таки неплохо. Весьма-весьма недурно. Так, ладно. Так, сейчас. Все. Стоп музон. И начнем, пожалуй. Начнем. Так, короче, в общем, сейчас продолжаем изучать Unity. Прошлую работу у меня приняли. Вот вообще по скриптам. Сказали хорошо. Классификация норм и все такое. И теперь мы идем к циклам и массивам. Посмотрим тут всего сколько. Ну, всего 6 видео и практическая работа. Потрогаем, наверное, практическую работу сегодня. Посмотрим. Может быть, сделаем. Если же нет, то... Ну, посмотрим, короче, в общем. Как будто бы... Привет, енот. Здорово. Здорово. Че, интернет вернулся? Не-не-не, это у меня проблема. Короче, есть такая тема, что, скорее всего, реально у меня проблема с интернетом чисто из-за роутера. Вообще, какой бы роутер купить, не знаю даже. Может быть, на этих выходных схожу купить. Алхан, хорда вакыт тахар. Оны ансабын. Это катама. Таст. Кажется, проблема чисто в роутере. Так. Практикум C-Sharp. Погнали. В этом модуле мы рассмотрим с вами циклы в языке C-Sharp, массивы, а также несколько видов их сортировки. Ну, для начала давайте поговорим про циклы for, while и do while. Ну, что такое циклы вообще и для чего они нужны? Циклы — это такие конструкции, которые нам позволяют в зависимости от каких-то условий выполнить набор определенных действий некоторое количество раз.
Ну, давайте обратимся к синтаксису. Я напишу какой-нибудь цикл for. Кстати, если вы работаете в Visual Studio, после того, как вы ввели for, можно 2 раза нажать на Tab, и в этом случае у вас автоматически заполнятся вот эти скобки. Мне здесь останется написать, ну, например, 7. И давайте разбираться, что же вообще Чё, блядь? for определенных действий некоторое количество раз. Ну, давайте обратимся к синтаксису. Я напишу какой-нибудь цикл for. Кстати, если вы работаете в Visual Studio, после того, как вы ввели for, можно 2 раза нажать на Tab, и в этом случае у вас автоматически заполнятся вот эти скобки. Мне здесь останется написать, ну, например, 7. И давайте разбираться, что же вообще в этих скобках у меня было написано. Первая переменная... Ну, окей. Он объявляет какую-то переменную, которая равняется нулю. И дальше эта переменная, короче, начинает типа цикл до 7. Типа... И всем он заканчивается, да? Типа это так работает? До первой точки запятой, она называется счетчик или итератор. То есть это первая позиция в нашем цикле, которая будет выполняться. То есть мы начинаем с нуля, выполняем наш цикл до определенного условия, то есть в данном случае пока и меньше, чем 7. То есть когда и будет равна 7, все, цикл перестанет выполняться. И в третью очередь пишется шаг. То есть в данном случае мы увеличиваем и каждый раз на единицу. То есть еще раз, здесь у нас откуда мы начинаем, здесь у нас куда мы идем и с каким шагом мы идем. Ну, давайте что-нибудь выведем в консоль. Например, просто значение этого итератора от 0 до 6, соответственно. Ну и в debug log выведем. Перейдем в Unity, посмотрим, что получается. Я предварительно на один из объектов на сцене перенес этот скрипт, который создал. И теперь можем запустить, посмотреть. И вот видим, что у нас как раз-таки от 0 до 6 с шагом в единицу вывелись вот эти все значения. Строго говоря, начинать мы здесь можем с чего угодно и идти с каким угодно шагом. Давайте прибавлять каждый раз 2, например. Посмотрим, что получится в этом плане. И мы видим, что сейчас выполнение цикла стало меньше, и у нас вот все четные числа вывелись в итоге. Хочется также обратить внимание и сказать, что не обязательно счетчик инициализировать и объявлять вот здесь. Мы можем это спокойно сделать где угодно. Например, сказать, что int i равен, например, 10. И здесь взять и вставить его значение. Нам никто не мешает так сделать. Но в этом случае, конечно же, у нас получится, что цикл не выполнится ни разу. Давайте скажем, что до 12 мы будем идти. И запустим, опять-таки посмотрим на результат. Хоп, 10, 11 у нас выявилось. То есть вы видите, да, что я опустил, я не объявлял вообще ничего в начале. Я говорил, что и у меня равно 12, и все. Кстати, точно так же я могу опустить и вот это вот значение. Просто его убрать и каждый раз прибавлять вот здесь, например. От этого ничего не изменится. То есть я продолжаю, я сюда вхожу. И видите, результат тот же самый. Если я вообще уберу все, то есть, например, здесь выкину условия, но при этом я хочу заметить, что вот это и, оно все равно у меня выше цикла проинициализировано. Если я сейчас закомментирую и беру вот это и, я не смогу, естественно, здесь получить, потому что такой переменной просто не существует. Но в случае, если я запущу программу сейчас, я получу бесконечный цикл. Абсолютно. И даже вот запустить у меня не получится, потому что память переполняется моментально. Почему так происходит? Просто потому что условия, по которому мы бы выходили из этого цикла, в данном случае нет. Счетчик, казалось бы, есть, шаг ему не установлен, и условия тоже нет. Здесь нужно быть внимательными. Ну, чтобы Unity не висло, я вернул все в исходное положение. Ну, и посмотрим, какие еще вообще циклы есть, какие варианты. Мы можем, например, воспользоваться конструкцией while. Здесь в этом случае в скобочках указывается условие, до которого наш цикл выполняется. Ну, то есть, допустим, давайте объявим какую-нибудь переменную j, скажем, что она равна 5. И вот пока у нас j больше, чем, допустим, 0, мы что-нибудь делаем. Мы в debug выводим, например, hello. Ну, вот это пока нам не нужно, я закомментирую. И каждый раз после того, как выводим hello, отнимаем от j единицу. Ну и давайте посмотрим, что у нас в этом случае получится. Перехожу в Unity, запускаю. Да, и вижу просто на самом деле, что скрипта здесь нигде нет. Добавляю необходимый компонент и запускаю еще раз программу. И вижу, что вот у меня hello действительно вывелся к тому же 5 раз. То есть все сработало так, как мне и нужно. Но здесь есть небольшой нюанс у этого цикла. Не всегда его можно применять. Почему? Потому что здесь у нас получается ситуация какая, что если у нас условие не выполняется изначально, мы с вами ни разу в тело этого цикла не войдем. Ни разу ничего здесь не выполнится. Но бывают случаи, когда нам нужно, чтобы то, что есть в теле, выполнилось хотя бы один раз. Для этого существует цикл, который называется do while. Ну, допустим, j больше 0. И скажем, что j у нас здесь минус 5. И попробуем точно так же вывести j. То есть в случае с циклом while у нас бы ни разу не сработала бы такая конструкция. Сейчас же
если мы запустим, мы с вами как раз-таки выведем hello вот один раз. Поэтому это нюанс, на который нужно обращать внимание и помнить. Куда? Да. Куда я плотный hello. Всем привет, всем привет. Я с тобой, енот, здоровался, ты, наверное, не слышал, потому что разрыв связи был. Да, привет, Рэббл, привет, енот. Енот, здорово. Короче, в общем, у нас сегодня обучение. Не будем в этот раз откладывать и сразу перейдем к промежуточным заданиям. Предлагаю поставить видео на паузу и попытаться решить. Опачки. Задание сразу. Не дает мне заскучать. Хорошо. Мсье Жаку. Так. Да, похрен, давайте сделаем новый проект. Назовем его А как цикл будет на английском? Так, типл. Loops and arrays. Цикл. Ну, как будто да, тоже верно. А, ну да. Cycles and arrays. Ладно, пускай будет loops. Так. Создаем здесь. Так. Scripts. Заходим внутрь. Создаем C# cycle. Открываем. Вывести в консоль числа от 1 до 5, вывести в консоль от 7 до 2. Написать программу, проверяющую, является ли заданное число n простым. Чего, блядь? Как это? В смысле n простой? Так. Посмотрим, как тут ничего говорил. Кстати, если вы работаете в Visual Studio, Так, да. Так, for. Ага. Так, debug log. Ай. Здорово, Гудзо. после того, как вы нажали ввели for, можно 2 раза нажать на Tab, Окей. и в этом случае у вас автоматически заполнятся вот эти скобки. Мне здесь останется написать, еще выведя лог. Выведем. Перейдем в Unity. Да. Все правильно. Итак,
У нас I будет длиной Пытаться решить. до 5. 5. Угу. Ща. Так. Угу. Так, это у нас первый фор. И давайте второй фор. Если это возможно. Так, и тут мы сделаем не I, а J. И J у нас... Как он получается? Числа от 7. То есть он 7. До 2. И тут я такой типа минус-минус. Угу. Все. Теперь мы этот цикл добавляем, ну, в камеру, там, скажем, неважно. И посмотрим. Чего? А, блять. Да. Сорян. Угу. Угу. От 7 до 2. Так, тогда мне надо наоборот. Ну, точнее, не наоборот, ну, тут типа 6, тут 1. Угу.
Ну, пока такие задания. Привет, Дима. Так, до 5. Написать Предложенные программу, проверяющую, является ли заданное число n простым. задачи. Вот этого я не понял. И перейдем к решениям. В первой задаче нам нужно вывести в консоль числа от единицы до 5. Давайте перейдем, начнем писать цикл. Напомню, 2 раза. Нажимаем Tab, у нас автоматически заполняется. Итак, нам нужно от единицы, то есть начинаем с единицы, заканчиваем мы пятеркой, так как здесь знак больше, я пишу шестерку. И выводим каждое из этих чисел. Здесь несложно заметить, что наши индексы, они как раз соответствуют тем числам, которые мы должны в итоге в консоли получить. То есть решение получается достаточно простым. Давайте запустим и посмотрим на результат выполнения. Вот видим, что действительно все выводится именно так, как нам нужно. Вторая задача. Вывести в консоль числа в обратном, получается, порядке от 7 до 2. Давайте подумаем. На самом деле сделаем на основе уже написанного кода. Значит, начинать нам нужно в этот раз с семерки, меняем на 7. Заканчивать нам нужно, когда у нас и больше, чем в данном случае единица, потому что до 2 проверяем. И нам нужно в данном случае не прибавлять каждый раз, а отнимать единицу. То есть нам достаточно эти скобочки поменять, и все. Ну и давайте убедимся в том, что мы все-таки правы. И видим, что действительно решение в данном случае корректное. И, наконец, третья задача. Нам нужно написать программу, которая проверяет, является ли заданное число n простым. Ну, для начала давайте зададим число n. Ну, пусть будет 14. Допустим. Окей. И что нам нужно сделать? Нам необходимо напомнить, что простое число — это число, которое делится только на единицу и само на себя. То есть нам нужно посмотреть, что если у нас наше число n больше нуля, то мы уже вполне себе можем начинать проверять, простое оно или нет. Напишу цикл for. Я напомню, что первое простое число — это двойка, поэтому цикл этот мы начнем с двойки. И закончим мы нашим значением n плюс 1. И здесь будем проверять, что если мы хоть раз встретим делитель этого числа, здесь даже можно остановиться просто буквой n, то в этом случае мы должны вывести, что число простое. Напомню, что для того, чтобы найти остаток от деления, мы вот используем такой оператор процент. То есть я пишу, если n у меня делится на текущее значение моего индексатора без остатка, то в этом случае мы пишем, что число является простым. И давайте выведем еще. Так. Простое число — это число, которое делится на 1. Что он там сказал? Или на себя? Вспомним про то, что такое интерполированные строки из одного из первых видео. Какой момент позора? Позор в том, что я учусь или что? Поставим здесь значок доллара. И еще значение нашего n тут тоже выведем, чтобы у нас все было достаточно. Вот. Нифига. Красиво. Ну и давайте проверим, как работает. И видим, что у нас выводится, что число является простым. Да, действительно, это так, потому что... И видим, что число 14 является простым. У нас выводится, что число является простым. Так, если n больше 0, идет цикл. То в этом случае мы должны вывести, что число простое. Напомню, что для того, чтобы найти остаток от деления, мы вот используем такой оператор процент. То есть я пишу, если n у меня делится на текущее значение моего индексатора без остатка, то в этом случае мы пишем, что число
Типа так. И в этом случае, естественно, нам нужно вывести, что число не является простым. Давайте поменяем на очевидно простое число на 13. Посмотрим, получим ли мы какой-то вывод или нет. Вот мы видим, что пусто. Теперь меняем на какое-нибудь очевидно простое число 4, скажем. И видим, что выводим. Ну, переформулируем только по-русски и напишем, что оно не является простым. Вот таким образом решаются эти задачи. Я надеюсь, что больших трудностей с их решением или с их пониманием сейчас не возникло. Не возникло, блин. Так. Тут мы такие типа объявляем int n равняется 16. Дальше for ну давай не I, а ну скажем t int t 0 t погоди. Так, if если n больше нуля, простое число. Если n больше нуля, int так int 2 простое число, он сказал, типа вообще делится на 1 или 2 Делится вообще? только на единицу и само на себя. Делится То есть только на единицу. нам нужно или на посмотреть, что если у нас наше число n больше нуля, то мы уже вполне себе можем начинать проверять, простое оно или нет. Напишу цикл for. Я напомню, что первое простое число это двойка, поэтому цикл этот мы начнем с двойки. И закончим мы нашим значением n плюс 1. n плюс 1. Типа если бы больше n он станет. Ага. Точнее меньше. n плюс 1. И здесь будем проверять, что если мы хоть раз встретим делитель этого числа, здесь даже можно остановиться просто буквой n, то в этом случае мы должны вывести, что число простое. Напомню, что для того, чтобы найти остаток от деления, мы вот используем такой оператор процент. То есть я пишу, если n у меня делится на текущее значение моего индексатора без остатка, то в этом случае мы пишем, что число if t делится на n без остатка.
Debug log. Число является простым. И давайте выведем еще, вспомним про то, что такое интерполированные строки из одного из... А. Угу. Окей. А это курса игра какая-то? Ну, вообще, да, типа. Ну, вообще, типа, они по итогу курса тебя устраивают на работу. Итог курса такой, по идее. %. Погоди-ка. Ну, может быть. Так, и в такой... А, блядь. Да. Да. Угу. первых видео. Поставим здесь значок доллара. И перейдем к массивам. Ну, начнем с того, что определимся, что же такое массив в программировании. Массив представляет из себя какой-то набор, контейнер однотипных данных объединенных. Массивы бывают одномерными, в этом случае это просто можно представить себе как список двумерный, в этом случае это матрица, ну или таблица, в которой два измерения, ну и так далее. Измерений может быть сколько угодно, мы в рамках нашего с вами курса будем рассматривать массивы одномерные. Ну и сейчас вы можете видеть как раз-таки структуру массива, то есть у каждого элемента, который находится в массиве, есть какое-то значение и какой-то индекс, номер. Причем обратите внимание, что индексы в массивах всегда начинаются с нуля. Это достаточно важный момент. Ну, а объявление их на самом деле не сильно отличается от объявления простой переменной. То есть мы пишем тип данных, ставим квадратные скобки, это единственное отличие, потом пишем название массива. Ну, инициализация будет немного отличаться. И здесь можно сделать вывод о том, что на самом деле мы можем создать такой контейнер, такой набор данных с практически объектом абсолютно любого типа. Давайте перейдем в Unity и попробуем создать какой-нибудь простой массив. Допустим, который будет хранить в себе целочисленные элементы. То есть это int, написали тип, теперь ставим квадратные скобки, и теперь пишем название. Ну вот, назовем массив массивом. И все. Таким образом, вот мы его объявили. На самом деле ничего сложного. Сразу хочу сказать, продемонстрировать, что мы действительно можем создавать массивы абсолютно любых типов, например, string или, например, какого-нибудь объекта, чего угодно. Самое главное, что нужно знать, все элементы массива должны иметь вот этот тип, который указывается при его объявлении. И что еще очень важно знать, что массив — это статическая структура. То есть после того, как мы один раз объявим его длину, она не сможет в программе больше меняться. Ну и давайте посмотрим, как эту длину объявить. Для того, чтобы создать массив, который может в себе хранить, например, 5 элементов, нам нужно сделать следующее. Сказать, что мы создаем новый контейнер типа integer, и здесь в этих скобках указываем, сколько конкретно элементов мы хотим, чтобы в массиве было. Ну, допустим, 5. И все. После этой строки у нас выделяется память для хранения 5 элементов типа integer, и больше мы с размером вот этого массива сделать ничего не сможем в нашей программе. Здесь нужно быть внимательным, в какой конкретный момент массив объявлять, в какой конкретно массив инициализировать. Ну и давайте попробуем вывести его элементы, и здесь нам помогут уже циклы, которые мы с вами писали. Для того, чтобы вывести все элементы массива, мы начинаем с нуля, это очень удобно, потому что элементы нумеруются с нуля. Заканчиваем мы длиной массива, это тоже очень удобно находится, потому что есть
свойство, которое называется length, которое возвращает длину массива. И давайте выведем какой-нибудь элемент. Для того, чтобы обратиться к элементу массива, мы пишем его название. Это у нас array. Открываем квадратные скобки и в квадратных скобках указываем индекс того элемента, который мы хотим получить. Ну, в данном случае мы хотим вывести все элементы, поэтому как раз-таки можем здесь итератор нашего цикла подставить, то есть просто написать и. Давайте посмотрим, что у нас в итоге выполнения такой программы произойдет. И мы видим, что у нас 5 раз вывелся 0. Почему 0? Ну, дело в том, что в случае, если мы не присваиваем какие-то конкретные значения, массив заполняется значениями по умолчанию. Спасибо за рейд, Сайленсер, здорово. Я спросил Напомню, что в случае с числовыми типами данных это всегда 0, в случае с ссылочными типами это всегда null, то есть пустая ссылка. Ну, давайте попробуем теперь что-нибудь в наш массив положить. Опять-таки, как это сделать? Вот давайте в третий элемент положим, ну вот тройку, почему бы и нет. Мы пишем название массива, открываем квадратные скобки, обращаемся к индексу, который нас интересует, то есть третий элемент, пишем здесь циферку 3 и говорим, что хотим, чтобы он был равен тройке. Вот таким образом. И теперь посмотрим, сработал ли такой трюк. И мы видим, да, действительно, третий элемент массива, а массив, напомню, что нумеруется с нуля, то есть 0, 1, 2, 3, 4. И третий элемент у нас стал действительно тройкой, все сработало. Но массив можно заполнять, естественно, и в том же самом цикле. Давайте сейчас и выведем, и заполним его значениями нашего итератора. То есть скажем, что array от индекса нашего итератора равен, ну, вот этому самому значению, например. И в итоге сейчас получим красивый массив, заполненный от 0 до 4. Массив можно также и в том же самом цикле. Давайте сейчас и выведем, и заполним его значениями нашего итератора. То есть скажем, что array от индекса нашего итератора равен, ну, вот этому самому значению, например. И в итоге сейчас получим красивый массив, заполненный от 0 до 4. Массив можно также инициализировать и в явном виде. То есть если здесь мы выделяли просто пустое, по факту, место под нашей переменной, мы можем их сразу перечислить. То есть, например, написать, что вроде хотим вот массив из 6 элементов и заполнить его хотим единицами. Вот можем открыть обычные скобки и написать здесь вот просто единицы без лишних слов. И в этом случае, если мы сейчас запустим, у нас автоматически выделится память под нужное количество элементов и выведутся все вот эти единицы в таком виде. Это можно указывать, что достаточно удобно. Можно в различных источниках встретить более громоздкие варианты, что, например, мы выделяем здесь память, пишем, что это new int 6, и только после этого вводим значение. Это то же самое, что было до этого, просто несколько усложненная запись, которая нам ничего не дает. Это можно писать проще, поэтому я советую, если вы не задаете в явном виде, пишите вот эту часть. Если хотите задать в явном виде, пишите просто перечисление необходимых данных в фигурных скобках. Так, погоди. Давай попробуем сделать. Сделаем тут новый скрипт. Массивы, да. Рейс. Так. Дай. Так, int. Заполнить его хотим единицей. И давайте выведем массив, допустим, который будет хранить в себе целочисленные элементы. То есть это int, написали тип, теперь ставим квадратные скобки, и теперь пишем название. Ну вот, назовем массив массивом. И все. Таким образом, вот мы его объявили. На самом деле ничего сложного. Сразу хочу сказать, продемонстрировать, что мы действительно можем создавать массивы абсолютно любых типов, например, string или, например, какого-нибудь объекта, чего угодно. Самое главное, что нужно знать, все элементы массива должны иметь вот этот тип, который указывается при его объявлении.
И что еще очень важно знать, что массив — это статическая структура. То есть после того, как мы один раз объявим его длину, она не сможет в программе больше меняться. Ну и давайте посмотрим, как эту длину объявить. Для того, чтобы создать массив, который может в себе хранить, например, 5 элементов, нам нужно сделать следующее. Сказать, что мы создаем новый контейнер типа integer, и здесь в этих скобках указываем, сколько конкретно элементов мы хотим, чтобы в массиве было. Ну, допустим, 5. И все. После этой строки у нас... Теря, уйди, ты меня отвлекаешь. Посмотри, маленькая.
Да. У меня жена любит Twin Peaks. Twin Peaks у нас в почете. У нас в почете. Привет, Аргрем. Здорово. Здорово. Так. Ага. Int. Стой. Массив. New int. Размером. Типа массив размером 6. Далее он такой. Поп-поп-поп-поп-поп. Угу. Ну тут еще по-другому уже было. Array. I. Это I. Не просто 1, 2, 3, 4, 5. Перейдем к массивам. Ну, начнем с того, что определимся, что же такое массив в программировании. Массив представляет из себя какой-то набор, контейнер однотипных данных объединенных. Массивы бывают одномерными, в этом случае это просто можно представить себе как список двумерный, в этом случае это матрица, ну или таблица, в которой два измерения, ну и так далее. Измерений может быть сколько угодно, мы в рамках нашего с вами курса будем рассматривать массивы одномерные. Ну и сейчас вы можете видеть как раз-таки структуру массива, то есть у каждого элемента, который находится в массиве, есть какое-то значение и какой-то индекс, номер. Причем обратите внимание, что индексы в массивах всегда начинаются с нуля. Это достаточно важный момент. Ну а объявление их на самом деле не сильно отличается от объявления простой переменной. То есть мы пишем тип данных, ставим квадратные скобки, это единственное отличие, потом пишем название массива. Ну и инициализация будет немного отличаться. И здесь можно сделать вывод о том, что на самом деле мы можем создать такой контейнер, такой набор данных с практически объектом абсолютно любого типа. Давайте перейдем в Unity и попробуем создать какой-нибудь простой массив. Допустим, который будет хранить в себе целочисленные элементы. То есть это int, написали тип, теперь ставим квадратные скобки, и теперь пишем название. Ну вот, назовем массив массивом. И все. Таким образом, вот мы его объявили. На самом деле ничего сложного. Сразу хочу сказать, продемонстрировать, что мы действительно можем создавать массивы абсолютно любых типов, например, string или, например, какого-нибудь объекта, чего угодно. Самое главное, что нужно знать, все элементы массива должны иметь вот этот тип, который указывается при его объявлении. И что еще очень важно знать, что массив — это статическая структура. То есть после того, как мы один раз объявим его длину, она не сможет в программе больше меняться. Ну и давайте посмотрим, как эту длину объявить. Для того, чтобы создать массив, который может в себе хранить, например, 5 элементов, нам нужно сделать следующее. Сказать, что мы создаем новый контейнер типа integer, и здесь в этих скобках указываем, сколько конкретно элементов мы хотим, чтобы в массиве было. Ну, допустим, 5. И все. После этой строки у нас выделяется память для хранения 5 элементов типа integer, и больше мы с размером вот этого массива сделать ничего не сможем в нашей программе. Здесь нужно быть внимательным, в какой конкретный момент массив объявлять, в какой конкретно массив инициализировать. Ну и давайте попробуем вывести его элементы, и здесь нам помогут уже циклы, которые мы с вами писали. Для того, чтобы вывести все элементы массива, мы начинаем с нуля, это очень удобно, потому что элементы нумеруются с нуля. Заканчиваем мы длиной массива, это тоже очень удобно находится, потому что есть свойство, которое называется length, которое возвращает длину массива. И давайте выведем какой-нибудь элемент. Для того, чтобы обратиться к элементу массива, мы пишем его название. Это у нас array. Открываем квадратные скобки и в квадратных скобках указываем индекс того элемента, который мы хотим получить. Ну, в данном случае мы хотим вывести все элементы, поэтому как раз-таки можем здесь итератор нашего цикла подставить. То есть просто написать i. Давайте посмотрим, что у нас в итоге выполнения такой программы произойдет. И мы видим, что у нас 5 раз вывелся 0. Почему 0? Ну, дело в том, что в случае, если мы не присваиваем какие-то конкретные значения, массив заполняется значениями по умолчанию. То есть напомню, что в случае с числовыми типами данных это всегда 0, в случае с ссылочными типами это всегда null, то есть пустая ссылка. Вот давайте попробуем теперь что-нибудь в наш массив положить. Опять-таки, как это сделать? Вот давайте в третий элемент положим, ну вот тройку, почему бы и нет. Мы пишем название массива, открываем квадратные скобки, обращаемся к индексу, который нас интересует, то есть третий элемент, пишем здесь циферку 3 и говорим, что хотим, чтобы он был равен тройке. Вот таким образом. И теперь посмотрим, сработал ли такой трюк.
И мы видим, да, действительно, третий элемент массива, а массив, напомню, что нумеруется с нуля, то есть 0, 1, 2, 3, 4. И третий элемент у нас стал действительно тройкой, все сработало. Но массив можно заполнять, естественно, и в том же самом цикле. Давайте сейчас и выведем, и заполним его значениями нашего итератора. То есть скажем, что array от индекса нашего итератора равен, ну, вот этому самому значению, например. И в итоге сейчас получим красивый массив, заполненный от 0 до 4. Массив можно также инициализировать и в явном виде. То есть если здесь мы выделяли просто пустое, по факту, место под нашей переменной, мы можем их сразу перечислить. То есть, например, написать, что вроде хотим вот массив из 6 элементов и заполнить его хотим единицами. Вот можем открыть обычные скобки. Так, погоди-ка. Я же так могу сделать или как, интересно? Любопытно. Чё? Чай? Чай, да. Ты бяха там работай. А? Ваха. Тох? Ваха. Сахар, да. А ты сахар бадя. Бадя. Допустим, так. Так, рейс. А. Так. Да ёпта. Ага. Так. Первый цикл. И тут напишем второй цикл. Во. Так, и давайте arrays тоже закинем сюда в main камеру, посмотрим на консоль и видим число 16. Так, второй цикл, первый цикл, массивы. Великолепно. Только так. Является простым. Тут неверно, потому что данное сообщение должно выйти только лишь один раз. Я так понимаю. Что означает, что... Ну, а допустим, тут бы стояло 14, как в примере, и тут 2. Тогда у меня, что выйдет? Число является простым. Дахсы. R14 непростая.
Хорошо. Тогда ты мне поясни. Он говорит, что простое число это число, которое делится... Мать твою. Которое делится на... А, да, он так сказал. Которое делится на 1. Шули смайлинг, здорово. Четное число не может быть простым. Простое делится на себя и на 1. Во. Окей, хорошо. Простое число делится на 1. А, погоди, там же было написано не является простым. А хотя... Ну давайте добьемся того, что мы хотим увидеть простое число. Или чё? Чё он тут вообще на этом? Не будем в этот раз откладывать и сразу перейдем к промежуточным заданиям. Предлагаю поставить видео на паузу и попытаться решить предложенные задачи. Блин, Гудзон и этот Роксикет, может вы это реально сходите там, увидитесь там, поебетесь там. Мне этот, как его, Кости там, этот, какие вот там, промоете вот это вот, пообсуждайте там меня там, лежа на кровати в номере отеля, блядь. Суки, блядь. Так. Вот тут он начинает городить вещи. Угу. Единицу и само на себя. Во. То есть нам нужно посмотреть, что если у нас наше число n больше 0, то мы уже вполне себе можем начинать проверять, простое оно или нет. Напишу цикл for. Я напомню, что первое простое число это двойка, поэтому цикл этот мы начнем с двойки. И закончим мы нашим значением n плюс 1. И здесь будем проверять, что если мы хоть раз встретим делитель этого числа, здесь даже можно остановиться просто буквой n, то в этом случае мы должны вывести, что число простое. Напомню, что для того, чтобы найти остаток от деления, мы вот используем такой оператор, процент. То есть я пишу, если n у меня делится на текущее значение моего индексатора без остатка, то в этом случае мы пишем, что число является простым. И давайте выведем еще, вспомним про то, что такое интерполированные строки из одного из первых видео. Поставим здесь значок $, и еще значение нашего n тут тоже выведем, чтобы у нас все было достаточно красиво. Ну и давайте проверим, как работает. И видим, что у нас выводится, что число является простым. Да. У него причем 2 раза это вышло. Так, 14 не является простым числом. Поясните мне, дураку, почему? Ну, типа... то есть, что мне тут написать? Да, допустим, тут просто 14 написал бы, да? То есть, Т, 14, и он такой 14. Или... Блин, я хз... 7, блин. Четырнадцать делится на 2. Бью-бью-бью, здорово. Непростое. 14 делится на 2. А, ты имеешь в виду, блядь, вот так? То есть это простое число, 13. Нечетное число, то есть я должен, типа, прописать. Я просто не математик, ребят. 33 делится на 3. Нечетное и непростое. Окей, допустим. Тупо 3.
13 делится на себя и на 1, это простое. 3 делится на себя и 1. И... Ага, все, улавливаю. Улавливаю потихоньку. Значит, по той же теме 7 простое число. По той же теме, скажем... А тут мы тупо 0 напишем. Или 1. Ну давайте. А, погоди, делится на 2. 3 простой 5, 7 и так далее. Про них целые труды научные. Или стоит оставить 2, типа как делитель 2. И если оно просто дойдет до числа, то это означает... Нет, он даже просто не объявился. Тупо перескочил и не появился. То ли шо. Тогда тут приходится... Ну тогда он же до хера раз, да, будет объявлен? А нет. Вот, 1 раз. Все. Понял. Угу. Так, погоди-ка. Цикл for each. Ща мы до этого дойдем. На новый. Вам задание, товарищи голубки, Гудзон и Роксикет, чтоб к Новому году смотрели меня в номере отеля, нахуй, с шампанским. В одной руке бокал шампанского, а в другой руке ягодица одного из вас. Ну так, типа, чтобы вы друг друга держали и типа пили шампанское, вот, короче. А то уж больно вы хорошо спелись, блядь. Суки, блядь. Так. Кажется, стример... Необходимо рассказать про еще один цикл, который используется для перебора элементов в различных контейнерах. Да. Даже одинакового толка пишут. Ну, то есть в массиве сообщения в том числе. практически. Цикл этот называется for each. И у него синтаксис заключается в следующем. Мы с вами пишем тип данных, который находится в нужном нам контейнере. Мы хотим сейчас, у нас integer контейнер, в котором лежат следующие элементы. Значит, пишем, что тип данных у нас integer. Да, Роу, только. Название переменной мы называем контейнер, потом пишем ключевое слово in и название самого контейнера. Ну, то есть, условно, для каждой переменной типа int, которая лежит в этом контейнере, мы делаем что-то. Ну, например, мы выводим их на экран. Debug log A в данном случае. Ну и давайте выведем, опять посмотрим на наши единицы, которые вот опять вывелись, все опять работает. Но здесь хочется обратить сразу внимание, что здесь перебирать значения можно, но делать, например, подобные манипуляции, там, присваивать какие-то значения не получится, потому что мы здесь не привязаны к какому-то индексу, мы здесь делаем над всеми переменными, которые есть у нас в нашем контейнере, однотипные действия. В данном случае мы их просто выводим, это вполне легитимно и можно сделать. Но когда мы меняем и присваиваем значения, здесь уже у нас не получится провернуть трюк. Охуеть, что он сказал? Необходимо рассказать про еще один цикл, который используется для перебора элементов в различных контейнерах, ну, то есть в массиве в том числе. Цикл этот называется for each. И у него синтаксис заключается в следующем. Мы с вами пишем тип данных, который находится в нужном нам контейнере. Мы хотим сейчас, у нас integer контейнер, в котором лежат следующие элементы. Значит, пишем, что тип данных у нас integer.
Название переменной мы называем контейнер, потом пишем ключевое слово in и название самого контейнера. Ну, то есть, условно, для каждой переменной типа int, которая лежит в этом контейнере, мы делаем что-то. Ну, например, мы выводим их на экран. Debug log A в данном случае. Ну и давайте выведем, опять посмотрим на наши единицы, которые вот опять вывелись, все опять работает. Но здесь хочется обратить сразу внимание, что здесь перебирать значения можно, но делать, например, подобные манипуляции, там, присваивать какие-то значения, не получится, потому что мы здесь не привязаны к какому-то индексу, мы здесь делаем над всеми переменными, которые есть у нас в нашем контейнере, однотипные действия. То есть в данном случае мы их просто выводим, это вполне легитимно и можно сделать. Но когда мы меняем и присваиваем значения, здесь уже у нас не получится проверить. А для чего мне это может понадобиться вообще в принципе? Присвоить какое-то значение, типа каждому массиву вообще в принципе. Такой раз и... For each. Окей, ну давай. Посмотри. Ну ты чё? Итератор очень удобно. Это прям везде надо. Угу. Окей. Окей. Так, вот здесь я, допустим, хочу... Так, давайте здесь сделаю for each. Так, for each. Посмотрите, киску скажешь, что? Посмотрите. Кыта. Кыса. Погодите. For each он как вообще? Ну, то есть, условно, для каждой переменной типа int, которая лежит в этом контейнере, мы делаем что-то. Ну, например, мы... Окей, ладно. Так, for each, тут давайте напишем, ну, скажем, t. Давайте скажем, типа, 7. For each t... А, погоди, что? In array. Так, for each t in array я, допустим, говорю присвоить t там семерки int семерки. Ну это не, это же я объявляю, получается. T семерки и debug log t. Выводим их на экран. Debug log A в данном случае. Ну и потом, так сказать, по традиции
Массив for each. Вот так, допустим. Невозможно присвоить t значение, так как он является переменной цикла for each. T. Контейнере однотипные действия. То есть в данном случае мы их просто выводим, это вполне легитимно и можно сделать какие-то значения. Могу простую задачу со звездочкой дать, сделать двухмерный массив с винтами и увидев всего две винты в конце. For each звучит как для каждого элемента коллекции сделать что-то, то есть у тебя в T по очереди каждая следующая итерация будут элементы массива. Это посмотри. Нет тебе там где. Сегодня день без телефонов. Сегодня без телефонов. Бас. Токарь, ты не мой сын. Откройте секрет. Так, смотрите, короче. Почему у меня это, не работает? Невозможно присвоить t значение, так как он является переменной от цикла for each. Но у него работает. Потому что он объявил переменные вот так. Шесть штук. Нет. Вообще не поэтому. Он не пытается назначить t переменным. T значение. Как это? Как у него нету?
не получится, потому что мы здесь не привязаны к какому-то индексу. Мы здесь сделаем над всеми переменными, которые есть у нас в нашем контейнере, однотипные действия. То есть в данном случае мы их А, у него ошибка выводится все равно, да. просто выводим, это вполне легитимно и можно сделать. Но когда мы меняем и присваиваем значение, здесь уже у нас не получится. Не, ну я типа хочу провернуть, типа, не просто вывод for each, да, а с присвоением, типа. Не получится. Ну окей, хорошо. For each. Для каждой итерации, типа, мы делаем в массиве что-то. Для каждого массива, вот, точнее, для каждой итерации в массиве я хочу присвоить число 1. Почему не могу? Или, нет, даже вопрос ставлю неправильно. Как мне это сделать? Вот внутри for each. Read only? А, серьезно? Ну ладно. Окей. Ну, значит, он нужен для дебага чисто, да? Угу. Окей. Угу. Это называется, Дима, peer-to-peer, так сказать. Более опытный пользователь поделился со мной своим опытом. Обронил мудрости немного. А я его такой опаньки подобрал. Провернуть трюк. Угу. Не, я не спорю, что он неудобный. Я именно говорю, что он типа нужен именно для, видимо, поиска ошибок, дебага или что-то в этом роде, я хз. Необходимо также рассмотреть вещь, которая пока что нам не очень будет нужна, но тем не менее необходимо, чтобы было представление о том, что эти вещи в принципе существуют, а именно ключевые слова break и continue. Что они у нас делают? Давайте создадим какой-нибудь цикл форм от 0 до, допустим, 10 и напишем следующую конструкцию. Если и равно 5, Что он делает? break, А, и здесь будем опять выводить в break. нашу консоль. И вернемся в Unity, запустим и посмотрим, что в этом случае произойдет. И мы с вами видим, что мы доходим до элемента, который равен 5. И здесь у нас цикл просто прерывается, то есть пятерку мы уже не выводим. Но таким образом можно сделать вывод, что ключевое слово break выходит абсолютно из тела цикла. Но у нас есть еще слово, которое называется continue. Давайте разберем разницу между ними. Запустим еще раз наш код и увидим, что в этом случае у нас выводится все, а пятерка нет. Так вот, слово continue, оно выходит только из текущей итерации. То есть мы дошли здесь до continue, вышли из этой итерации, вернулись к началу. Здесь у нас и изменилось на шестерочку, и пошли еще раз проходить. Соответственно, разница между break и continue в том, что break выходит из цикла совсем, continue выходит только из текущей итерации. Continue. А почему не назвали тогда ее skip или типа того? Необходимо также рассмотреть вещь, которая пока что нам не очень будет нужна, но тем не менее необходимо, чтобы было представление о том, что эти вещи в принципе существуют, а именно ключевые слова break и continue. Что они у нас делают? Давайте создадим какой-нибудь цикл форм от 0 до, допустим, 10 и напишем следующую конструкцию. Если и равно 5,
break. И здесь будем опять выводить в нашу консоль и. Вернемся в Unity, запустим и посмотрим, что в этом случае произойдет. И мы с вами видим, что мы доходим до элемента, который равен 5. И здесь у нас цикл просто прерывается, то есть пятерку мы уже не выводим. Но таким образом можно сделать вывод, что ключевое слово break выходит абсолютно из тела цикла. Но у нас есть еще слово, которое называется continue. Давайте разберем разницу между ними. Запустим еще раз наш код и увидим, что в этом случае у нас выводится все, а пятерка нет. Так вот, слово continue, оно выходит только из текущей итерации. То есть мы дошли здесь до continue, вышли из этой итерации, вернулись к началу. Здесь у нас и изменилось на шестерочку, и пошли еще раз проходить. Соответственно, разница между break и continue в том, что break выходит из цикла совсем, continue выходит только из текущей итерации. Угу. Алгоритмы сортировки. Мне вообще любопытно, какое практическое задание они могут мне предложить. Очень важной вещью для того, чтобы начинать понимать, ориентироваться и работать с контейнерами и массивами, в частности, это реализовать и понять некоторые алгоритмы сортировки. Здесь хочется сразу сказать, что, ну, естественно, в практическом применении никто и никогда не пишет их в таком виде, но в каждом из способов сортировки, таких классических, есть какой-то подход и какой-то нюанс, которым очень важно практически овладеть. Поэтому это достаточно важная вещь, которую нужно прочувствовать и сделать. Мы с вами рассмотрим от и до, как написать алгоритм сортировки пузырьком, один из самых простых. И в качестве домашнего задания на основе того кода, который у нас получится, нужно будет реализовать алгоритм сортировки выбором. Тоже не очень сложный, но очень важный, и если у вас получится написать его самостоятельно, это в целом достаточно сильно прокачает ваши скиллы. Итак, в чем же заключается, если у вас получится с вами... Так, еще раз. Очень важной вещью для того, чтобы начинать понимать, ориентироваться и работать с контейнерами и массивами, в частности, это реализовать и понять некоторые алгоритмы сортировки. Здесь хочется сразу сказать, что, ну, естественно, в практическом применении никто и никогда не пишет их в таком виде, но в каждом из способов сортировки, таких классических, есть какой-то подход и какой-то нюанс, которым очень важно практически овладеть. Поэтому это достаточно важная вещь, которую нужно прочувствовать и сделать. Мы с вами рассмотрим от и до, как написать алгоритм сортировки пузырьком, один из самых простых. И в качестве домашнего задания на основе того кода, который у нас получится, нужно будет реализовать алгоритм сортировки выбором. Тоже не очень сложный, но очень важный, и если у вас получится написать его самостоятельно, это в целом достаточно сильно прокачает ваши скиллы. Итак, в чем же заключается алгоритм сортировки пузырьком? Мы с вами проходимся по массиву данных и проверяем текущий элемент. Вот здесь первый. Почему? Они не нужны, но как упражнение норм. Ага. Шестерка на этом рисунке. С элементом, который идет после него. Мы смотрим, он больше или меньше. В данном случае двойка меньше, чем шестерка. Мы... Не, но мне стало любопытно, почему вы так, типа, ну... Почему это не нужно? Товарищи сеньоры. Товарищи сеньоры. Жду пояснений. Да чел прав по факту. Не, окей, ну просто... Мне интересно. Он просто не применим на практике в принципе, поэтому имейте в виду. Мы хотим массив по возрастанию сортировать. Поэтому мы берем и меняем местами шестерку и двойку. Получаем вот такой массив. Опять смотрим, проверяем. Шестерка, которая здесь, она больше, чем восьмерка или меньше? Ну, она явно меньше. Поэтому мы оставляем без изменений, ничего не двигаем. Смотрим потом на восьмерку, сравниваем со следующим элементом от восьмерки. Ну, в данном случае их надо явно поменять. И таким образом у нас за каждый проход максимальный элемент, он как бы всплывает и оказывается наверху. То есть за первый проход это будет десятка, за второй это будет восьмерка, за третий это будет шестерка, и проходов таких будет столько же, сколько и элементов в массиве. Здесь очень важный момент, что те... Погоди, но просто мне интересно стало.
Пизда. Ну да, сортировку надо делать. Да, надо делать, надо делать, надо делать. Смотри. Бля, ну подобное задание вообще было, помнится, у меня вот в этом. То те элементы, которые уже у нас всплывали, то есть здесь Сбере. десятка за второй проход. О, делать сортировку выбором я за чипсами сажу. Это восьмерка и так далее, их уже трогать не надо, потому что они уже отсортированы. Мгм. Если мы их будем каждый раз проверять, то мы будем достаточно ощутимое количество памяти терять. Если мы там будем сортировать миллион элементов, ну, это займет достаточное количество времени, прям очень ощутимое. Поэтому нам нужно диапазон, который мы рассматриваем за каждый проход, уменьшать на единицу. И тоже нужно придумать, как именно это сделать. Ну, давайте перейдем к реализации. Я открою скрипт, который мы с вами начинали делать. И давайте напишем несколько методов вспомогательных, которые просто немножечко нам программу структурируют и немножко помогут нам не запутаться и красиво все написать. Ну, для начала нам нужно создать массив. Чтобы в целом посмотреть, насколько хорошо он сортирует, желательно создать там массив не из 5 элементов, а, ну, например, из сотни. Ну, давайте сделаем метод, который заполнял бы нам массив. Я его назову set array. В качестве аргумента к нему будет приходить какой-нибудь интовый массив, который нам нужно заполнить. Интовое значение, прошу прощения. И он будет возвращать нам как раз-таки массив, который мы с вами заполним. Итак, передали мы сюда длину. Это значит, что можем внутри этого метода создать какой-нибудь массив array, который будет равен новому массиву с длиной, которую мы сюда передали. Ну, здесь все очень просто в инициализации, так как мы в самом первом видео этого модуля смотрели. Дальше нам нужно сделать что? Дальше нам нужно заполнить его желательно рандомными цифрами, уж точно, чтобы было что сортировать, потому что если мы условно передадим 100 элементов, то и вызовем каждый раз генерацию рандомных чисел, ну, очень маленькая вероятность, что у нас массив выйдет сразу отсортированным. Поэтому здесь я буду использовать рандом, причем рандом я буду использовать не юнитовский, а системный. Поэтому я подключу систем, во-первых, и напомню, что для того, чтобы у нас не конфликтовал рандом из Unity Engine с системным, мне нужно написать следующую конструкцию. Так, окей. Так, using random, блять, random равняется system random. Ага. Что я хочу, чтобы у меня рандом всегда брался из системы. Таким образом, когда я буду писать слово рандом, у меня будет вызываться вот эта строка, и компилятор будет понимать, что я зову конкретно рандом из системы, а не из Unity Engine. Ну, окей. Я напомню, что для Да системного вообще, рандом... блять, типа, я мог бы, типа, сказать, типа, ну, с рэндом нахуй. Это был бы system random. Перед тем, как использовать... Так как будто бы лучше и не будет путаницы в принципе. Так, как будто бы, да. С random... С рандом, да. переменную с его типом, вот таким образом. Ну и теперь что нам осталось сделать? Нам осталось пройтись по созданному массиву и заполнить каждый его элемент рандомными значениями и его вернуть. Ну, вернуть мы его можем прямо сейчас, написав return array, нам никто не мешает. А заполнять мы будем здесь. Ну, мы скажем, что текущее значение нашего массива равно random.next и укажем диапазон. Ну, давайте у нас числа будут генерироваться от минус 100 до 100. Я напомню, что правая граница не включается, поэтому хочу включить 100, пишу здесь 101. Ну и после этого можем запросто взять и массив в нашей программе, в методе start, это метод входа в данном случае, и проинициализировать. То есть создать здесь какой-нибудь array и сказать, что он равен set array.
Ну и длина, давайте 100 сделаем. Ну и здесь я напоминаю, что конфликта никакого нет, потому что этот метод у нас возвращает вот здесь массив, это тоже массив, и у нас типы все совпадают. После этого желательно нам вывести массив до сортировки и после сортировки, чтобы понять, что действительно у нас все работает. Поэтому я напишу метод, который будет называться writeArray. Ну и здесь на вход давайте попросим наш массив. И здесь мы уже сделаем намного проще конструкцию, потому что мы уже знаем, как работать с циклом for each, а нам здесь просто взять и элементы массива надо вывести. Ну, поэтому так и сделаем. Для каждого интового элемента А, который живет у нас в массиве, который мы передаем, мы берем и этот массив в debug log выводим. Очень простая конструкция. Ну и выведем его после инициализации. И не забудем массив сюда передать. Вот таким образом. После этого, что нам нужно сделать вот здесь сортировку. И еще раз массив вывести. Точно такой же конструкции. Таким образом. Тут он что-то сортировку. Так. Давайте писать, реализовывать, думать, как реализовать сортировку. Создам какой-нибудь метод, который назову сортировка пузырьком. И передадим сюда как раз-таки опять-таки тот массив, который будем сортировать. Ну и здесь что на самом деле нужно сделать? Ну, в любом случае нам нужно проходиться по массиву хотя бы один раз. Здесь все очевидно, здесь мы должны пройтись по всей его длине. Тут все понятно. Начинаем с нуля, заканчиваем длиной массива с шагом в один. Все просто и хорошо. Но мы на самом деле должны помнить о том, что мы должны пройтись по массиву не один раз, а столько раз, сколько по факту у нас в этом самом массиве элементов есть. Это значит, что нам, ну, по большому счету, нужно выполнить вот такой цикл, который проходится по всем элементам, столько же раз, сколько этих элементов. То есть нам нужно один цикл положить в другой. Ну, ничего не мешает, давайте так и сделаем. Единственное, что я изменю название индекса здесь на J. Вот так. И давайте сразу думать, до чего нам здесь нужно идти. Ну, самое простое, естественно, что напрашивается сразу, это написать array.length, естественно. Но в данном случае мы не совсем угадаем. Почему? Потому что, как я уже сказал, как мы уже рассмотрели, нам нет смысла смотреть последний элемент, который отсортирован здесь уже. И каждый раз нам нужно диапазон уменьшать на него. А здесь очень удобно. Мы же начинаем с нуля. И поэтому, если мы запишем, например, вот так, array_length минус i, то в первый раз мы не вычтем ничего. Во второй раз мы вычтем единицу. В третий раз мы вычтем двойку. Ну и как раз-таки именно это условие у нас будет выполняться. Поэтому здесь диапазон необходимо указать вот так, но это еще не все. Нам нужно еще посмотреть вот сюда. Если мы с вами идем изначально, то есть в первой итерации, когда и у нас равно нулю, когда мы доходим до сюда, у нас здесь, очевидно, лежит последний элемент. Если мы будем обращаться к элементу следующему, как нам нужно по условию i плюс 1, мы просто выйдем за пределы массива. И в этом случае мы получим ошибку, которая приведет к остановке нашего приложения. Поэтому здесь нам еще нужно вычесть единицу, чтобы последний элемент в любом случае не рассматривать. Ну, его нет смысла в целом смотреть, просто потому что он был и так рассмотрен за предыдущую итерацию, а элемент i плюс 1 для него просто не существует. И теперь нам нужно сделать вот это простое условие. То есть проверить текущий элемент со следующим, если больше поменять, если меньше, то ничего с ним не делать. Это делается, понятное дело, абсолютно простейшим условием. То есть мы смотрим, что если наш текущий элемент, то есть это array от j, больше, чем элемент следующий, индекс у него какой будет? Ну, понятное дело, что нам нужно к j прибавить 1, это и будет индекс следующего элемента. И так вот, если это условие выполняется, нам нужно их поменять местами. Как это сделать? Если я напишу, например, сразу вот так, я, получается, в array j плюс 1 ничего не смогу записать. Почему? Потому что я просто потеряю то значение, которое у меня находилось вот сейчас. Я его просто перезапишу. В этой связи, на самом деле, нам нужно ввести какую-нибудь еще переменную, в которой мы будем откладывать значение вот этого элемента массива, чтобы просто его не потерять. Ну, я сделаю эту переменную вот здесь, еще до цикла, и изначально, ну, пускай будет нолик. И здесь я как раз-таки в нее положу значение одного из элементов, которые меня волнуют. То есть скажу, что temp равно array, допустим, от j. И все, в этой переменной у меня лежит это значение, я теперь в array от j могу ставить все, что угодно, у меня никогда это значение не потеряется, оно записано в temp. Блин, тут курить надо, блин, прям жестко курить.
Сейчас еще раз прослушаю после того, как мы это сейчас сделаем. Поэтому я могу спокойно взять и с этим array@j что-нибудь сделать. Ну, например, присвоить ему значение array_j плюс 1. После этого что нам осталось? Здесь у нас уже лежит значение следующего элемента. Нам надо в следующий элемент положить элемент предыдущий. А он у нас записан в temp. То есть нам остается сделать всего лишь вот такую итерацию. И получилось так, что элементы у нас действительно поменялись местами. Остается нам сделать всего лишь вызов с нашим массивом нашего замечательного метода. Ну, давайте вначале вот этот write_array закомментируем, просто проинициализируем массив, посмотрим, корректно это происходит или не очень. Так, видим, что у нас ровно 100 элементов выводится, и да, действительно отлично отрабатывает рандом, очень неоднородный получается массив. Ну а теперь давайте уберем вот этот комментарий и изначально массив выводить не будем. Посмотрим, что получится. Очищу консоль, запущу программу еще раз, и увижу, что здесь действительно у меня по возрастанию массив отсортирован. И в этом смысле работа выполнена. Так. Ага, хорошо. Чё? Sorry. Угу. Так, погоди. Он там есть. Так, оно его не отсортировало. Так. Инициализируем массив, посмотрим, корректно это происходит или не очень. Так, видим, что у нас ровно идущий, а он у нас записан в temp. То есть нам остается сделать всего лишь вот такую итерацию. write_array закомментируем, просто проинициализируем массив, посмотрим, корректно это происходит или не очень. Так, видим, что у нас ровно 100 элементов выводится, и да, действительно отлично отрабатывает рандом, очень неоднородный получается массив. Ну а теперь давайте уберем вот этот комментарий и изначально массив выводить не будем. Посмотрим, что получится. Очищу консоль, запущу программу еще раз, и увижу, что здесь действительно у меня по возрастанию. Этого желательно нам, который и выведем, надо вывести. Ну, поэтому так и сделаем. Для каждого интового элемента А, который живет у нас в массиве, который мы передаем, мы берем и этот массив в debug log. Выводим. Очень простая конструкция. Ну и выведем его после инициализации.
И не забудем массив сюда передать. Вот. Вот таким образом. После этого, что нам нужно сделать вот здесь сортировку. И еще раз массив вывести. Точно такой же конструкции. Таким образом. Давайте писать, реализовывать, думать, как реализовать на FTM. Поэтому я могу спокойно взять и с этим array что-нибудь сделать. Ну, например, присвоить ему значение array плюс 1. После этого, что нам осталось? Здесь у нас уже лежит значение следующего элемента. Нам надо в следующий элемент положить элемент предыдущий. А он у нас записан в temp. То есть нам остается сделать write array, закомментируем, просто проинициализируем массив, посмотрим, корректно это происходит или не очень. Так, видим, что у нас ровно 100 элементов выводится, и да, действительно отлично отрабатывает рандом, очень неоднородный получается массив. Ну а теперь давайте уберем вот этот комментарий и изначально массив выводить не будем. Посмотрим, что получится. Очищу консоль, запущу программу еще раз, и увижу, что здесь действительно у меня по возрастанию Так, я что-то не ловлю, не понимаю, почему он не работает. Он чисто рандомит цифры, но не сортирует их. Так, скорее всего, set array у меня... потому что этот метод у нас возвращает вот здесь массив, это тоже массив, и у нас типы все совпадают. После этого желательно нам вывести массив до сортировки и после сортировки, чтобы понять, что действительно у нас все работает. Поэтому я напишу метод, который будет называться write array. Ну и здесь на вход давайте попросим наш массив. И здесь мы уже сделаем намного проще конструкцию, потому что мы уже знаем, как работать с циклом for each, а нам здесь просто взять и элементы массива надо вывести. Ну, поэтому так и сделаем. Для каждого интового элемента А, который живет у нас в массиве, который мы передаем, мы берем и этот массив в debug log выводим. Очень простая конструкция. Ну и выведем его после инициализации. И не забудем массив сюда передать. Вот таким образом. После этого, что нам нужно сделать вот здесь сортировку. И еще раз массив вывести. Точно такой же конструкции. Таким образом. Давайте писать, реализовывать, думать, как реализовать сортировку. Создам какой-нибудь метод, который назову сортировка пузырьком. И передадим сюда как раз-таки опять-таки тот массив, который будем сортировать. Ну и здесь что на самом деле нужно сделать? Ну, в любом случае нам нужно проходиться по массиву хотя бы один раз. Здесь все очевидно, здесь мы должны пройтись по всей его длине. Тут все понятно. Начинаем с нуля, заканчиваем длиной массива с шагом в 1. Все просто и хорошо. Но мы на самом деле должны помнить о том, что мы должны пройтись по массиву не один раз, а столько раз, сколько по факту у нас в этом самом массиве элементов есть. Это значит, что нам, ну, по большому счету, нужно выполнить вот такой цикл, который проходится по всем элементам, столько же раз, сколько этих элементов. То есть нам нужно один цикл положить в другой. Ну, ничего не мешает, давайте так и сделаем. Единственное, что я изменю название индекса здесь на J. Вот так. И давайте сразу думать, до чего нам здесь нужно идти. Ну, самое простое, естественно, что напрашивается сразу, это написать array.length, естественно. Но в данном случае мы не совсем угадаем, почему. Потому что, как я уже сказал, как мы уже рассмотрели, нам нет смысла смотреть последний элемент, который отсортирован здесь уже. И каждый раз нам нужно диапазон. Так, ща...
Опа. Он уменьшать на него. А здесь очень удобно. Мы же начинаем с нуля. И поэтому, если мы запишем, например, вот так, array length минус i, то в первый раз мы не вычтем ничего. Во второй раз мы вычтем единицу. В третий раз мы вычтем двойку. Ну и как раз-таки именно это условие у нас будет выполняться. Поэтому здесь диапазон необходимо указать вот так, но это еще не все. Нам нужно еще посмотреть вот сюда. Если мы с вами идем изначально, то есть в первой итерации, когда и у нас равно нулю, когда мы доходим до сюда, у нас здесь, очевидно, лежит последний элемент. Если мы будем обращаться к элементу следующему, как нам нужно по условию i плюс 1, мы просто выйдем за пределы массива. И в этом случае мы получим ошибку, которая приведет к остановке нашего приложения. Поэтому здесь нам еще нужно вычесть единицу, чтобы последний элемент в любом случае не рассматривать. Ну, его нет смысла в целом смотреть, просто потому что он был и так рассмотрен за предыдущую итерацию, а элемент i плюс 1 для него просто не существует. И теперь нам нужно сделать вот это простое условие, то есть проверить текущий элемент со следующим, если больше поменять, если меньше, то ничего с ним не делать. Это делается, понятное дело, абсолютно простейшим условием. То есть мы смотрим, что если наш текущий элемент, то есть это array от j, больше, чем элемент следующий, индекс у него какой будет? Ну, понятное дело, что нам нужно к j прибавить 1, это и будет индекс следующего элемента. И так вот, если это условие выполняется, нам нужно их поменять местами. Как это сделать? Если я напишу, например, сразу вот так, я, получается, в array j плюс 1 ничего не смогу записать. Почему? Потому что я просто потеряю то значение, которое у меня находилось вот сейчас. Я его просто перезапишу. В этой связи, на самом деле, нам нужно ввести какую-нибудь еще переменную, в которой мы будем откладывать значение вот этого элемента массива, чтобы просто его не потерять. Ну, я сделаю эту переменную вот здесь, еще до цикла, и изначально, ну, пускай будет нолик. И здесь я как раз-таки в нее положу значение одного из элементов, которые меня волнуют. То есть скажу, что temp равно array, допустим, от j. И все, в этой переменной у меня лежит это значение, я теперь в array от j могу ставить все, что угодно, у меня никогда это значение не потеряется, оно записано в temp. Поэтому я могу спокойно взять и с этим array от j что-нибудь сделать. Ну, например, присвоить ему значение array j плюс 1. После этого что нам осталось? Здесь у нас уже лежит значение следующего элемента, нам надо в следующий элемент положить элемент предыдущий. А он у нас записан в temp. То есть нам остается сделать всего лишь вот такую итерацию. И получилось так, что элементы у нас действительно поменялись местами. Остается нам сделать всего лишь вызов с нашим... Ну вот, теперь все будет работать. Но нихуя. Нихуя. Так. Что-то не понимаю прикола.
Привет, Пейн. Здорово. Здравствуй. А, прикольно. Я только в начале пути. Сижу сейчас такой, думаю. О, спасибо за фоллоу на ВК. Блин, думал, что сегодня стрим пораньше заведу, но не получилось, так как еду готовил. Вот, которую сейчас кушаю. Курочка, маринованная в копченой паприке. Или как она, не копченая? Или копченая паприка. Молотая вот это вот. В общем, мариновал мясо там. Потом его надо было готовить. Сегодня планирую после стрима опять заготовить мясо и оставить его на всю ночь, чтобы завтра ближе к вечеру его приготовить. Ну или в обед. Ну, короче, чтобы он ночь простоял. И получилось вообще шикарно. Я из Якутска. Лоу уровень. Хоть и работаю на фирму, но тут изичное прям программирование. Нажать на кнопку и что-то в Excel намутить или на сайте покликать. Я из Якутска. Я сейчас, у меня вообще планы конкретно по данной теме игры делать. У меня куплен курс. И по этому курсу я должен стать охуенным пользователем Unity. Готовишь морковку по-корейски? У меня сейчас эта курочка еще обильно полита этим острым соусом. Плюс она прожарена в лучке плюс горошек. Да. Горошек получился неплохой. Правда, его можно было бы сделать побольше. Горох. Короче, я что-то как-то... такой... Взял и такой сказал. А без гарнира буду, нахуй. Большое количество мяса, короче. Без гарнира. Но с хлебом. Блин, гарнир все-таки надо было добавить. Штука в том, что контрольные пункты каждого есть. У каждой темы. И этот контрольный пункт проверяет куратор. Если дает добро, то ты можешь сдать следующую практическую работу. А так изучать материал ты можешь вообще с какой угодно типа части курса. Самое главное это вот практические работы.
То есть, пока куратор не будет, ну, не посчитает, что у тебя все заебись, он тебя дальше не пустит. Это скиллбокс. У меня давно купленный. Я к этому скиллбоксу столько, ну, короче, прям всякий разный спектр эмоций ощутил к нему. Да. Год был куплен, в течение этого года, ну точнее в начале этого года, вот, начал Godot изучать. И Godot как-то меня вот в плане именно освоения движков и там прочее прям бустанул. И поэтому теперь как-то более уверенно подошел к Unity. Не, ну вообще я планировал оставаться на Godot, но потом что-то подумал, блядь, Godot. Ну, короче, более, так сказать, углубился в Godot и увидел там дохуя минусов и подумал, короче, Unity буду. Ну и потом еще жаба начала душить по поводу того, что я типа деньги, бля, отдал на этот курс, а учить-то не учился. Почему именно геймдев выбрал? Да потому что давно хочу игру сделать, ну чисто это, как его, мечта. На Годоте уже успел там маленькие игры сделать, типа по каким-то геймджемам. Дороже. Спасибо. Ну а что еще делать-то? У меня просто игровой опыт богатый, и надо его как-то применять. Ты кушаешь без видосиков, супер странно. Ну это типа да. Ну просто типа хочется что-то такое сотворить. Хочется стать творцом. Творить дело такое. Прикольно. А если не смогу? Если не смогу, то пойду на фирму. Там тоже наберусь опыта. С командой поработаю. Нормально. Творить дела, да. Привет, Ренат. Натворить дело, да, тоже. Папа, Оу. папа, Тут посмотри. это чуть-чуть телефон не кать. В смысле чуть-чуть? Сегодня день без телефонов. Папа, чуть-чуть, Нет, чуть-чуть. нет, не чуть-чуть. Папа, чуть-чуть. Ну так потерпи до завтра. А? Потерпи до завтра. М-м. Не. Нет. У вас внимание страдает. Вы весь день на телефоне сидите Папа, и вообще. Чего? Нет, говорю же. Завтра. Посмотри-ка. Да будет завтра. Завтра наступит. Как она может не наступить? Да будет, будет. Да будет же, говорю.
М. Не, ну я тоже долго к этому шел. Не, у меня 3 сына. Пусма! Че, драться будем, что ли? Сейчас будет домашнее насилие.
Так, чё тут? Чё тут? Чё тут? Чё тут? Тут, оказывается, разраб сидит же. Так. Ренат. Ренат, который игру сделал. Weekdays. Хоррор есть. Тоже троих хочешь, что пока надо, дочь? Ну, надо работать, блин. Работаем. Так. Сколько мне лет? Мне 32? 2, да. Не так давно я думал, что мне 35. Какого-то хера. Но мне 32. Так. Купил. Поддержал место производителя. Не, ну прикольно, прикольно. Вообще, так и должно быть. Все мы должны объединиться под одним флагом, как игровой разработчик, чтобы делать какие-то качественные игры, то в конце концов. Делиться идеями, все в таком духе, знаешь. А то все варятся в своем соку и типа как бы это печально это. Мне понравилось, блин, ну когда глянем, что за игра. Слегка. Не, ну не то чтобы блин, ну погодите. У меня почему вот цикл не получается? Что за кал вообще? Ну как цикл, ну вот тема вся прояснить. Сортировка почему не работает? Заработал. Так, а в чем проблема-то была? Заработала, но почему? От того, что я пробелы расставил? Да не может быть. Или может. Или реально из-за пробелов. Да не херня какая-то. Как все вместе сразу на смуту накинемся. Блин, вот итог смута, ну точнее, я как вижу, да, как и смута делалась. Там просто у руля стоял какой-то, блядь, недохуй, который типа у меня есть тактика, я его придерживаюсь. И в его команде были типа, ну, челики, которые, ну, слепо шли по нему. А что они могли? Ну, они на зарплате, им похуй, им надо делать игру и, типа, выполнять задачи, и нормально они справились со своей задачей. Скорее всего, даже справились со своей задачей, знаешь, типа, блестяще. Я бы даже так сказал. В том плане, что они, скорее всего, выполняли все поручения прям как оно должно было бы быть. То есть они конкретно вот прям, что им было сказано, они то и сделали, короче. По факту. И поэтому эти, типа, челики такие, типа, все, выпускаем. Уверенно, блин. Пиздец. Они же еще сейчас, помимо... Ну, короче, они же в франшизу это говно превращают, в смуту это все.
У них новелла выйдет. Новелла. Да. Ну. Не, там вообще работа была проделана, ну, скажем, крутая, визуальная и там прочее, но все-таки такое себе было. Такое себе. Ну, красиво выглядело, да, бесспорно. Некоторые решения вообще мне казались совершенно непонятными, дикими именно. Вот это вот то, что у тебя меч, сука, светится. Вот они типа говорят, историческая игра, но игра аркадная. Типа в духе игр нулевых годов в плохом смысле. Ну да, типа в этом плане как будто бы все было довольно-таки неплохо. Именно погулять, там что-то такое, там какая-то атмосферка даже чувствовалась. Да. Ну, в общем, тут мы как бы разобрались. Сумма четных чисел заданного диапазона, сумма четных чисел в заданном массиве. Индекс первого вхождения числа в массив, сортировка с выбором. Задание со звездочкой, не обязательно. Повышенной сложности требует самостоятельного изучения дополнительного материала. Для решения задания этой практической работы вы можете пользоваться шаблоном, подобное описание которого лежит в разделе совета рекомендаций. Что нужно делать? Сумма четных чисел заданного диапазона. Напишите метод, реализующий подсчет суммы четных чисел в диапазоне от 7 до 21 включительно. И введите в консоль результат. Для определения четности числа воспользуйтесь операцией получения остатка от целочисленного деления двух чисел. Вы можете использовать готовым шаблоном для решения этой практически необходимо. Эскиз интерфейса пользовать. С интерфейсом еще. Вы можете пользоваться готовым шаблоном для решения задания этой практической работы. Для этого необходимо скопировать исходный код проекта, имя класса, визу. Это, кстати, стандартная проверка на четность. Min Max. Хотим 98. Ага. Ебать. Сортировка.
ты, это жестко. Сумма четных чисел в заданном массиве. Напишите метод, реализующий подсчет суммы четных чисел в заданном массиве и выведите в консоль результат. Для определения четности числа воспользуйтесь операцией получения остатка от целочисленного деления двух чисел. Так, массив, да? 81, 22, 13, 54. Такой массив. Ладно, давайте, короче, попробуем сделать. Не будем пелиться на эту хуету. Окей, давайте начнем с цикла. Что у нас тут? Так. От 7 до 21 хотим 98. Ага. Привет, Мау, здорово. Какова задача сегодня? Практическая работа. Вот. Сумма четных чисел заданного диапазона. Потом четные числа в заданном массиве. И индекс первого вхождения числа массив. И сортировка выбором. Вот так вот. Так вот. Задача всегда вначале кажется огромной, непонятная, как делишь ее на маленькие части, начинаешь их решать, сразу легко становится. Ну да, ну типа. Ну и прежде всего надо просто начать. Просто надо начать. Окей. Окей. Итак, вот он у нас цикл. От 7 до 21. А, погоди. Так, ну давайте попробуем. Так, для инта for int тут напишем min. Если I... Так, напишите метод, реализующий подсчет суммы четных чисел в диапазоне от 7 до 21 включительно, и выведите в консоль результат для определения четности числа. Воспользуйтесь операцией получения остатка от целочисленного деления двух чисел. Чё?
Так, ну скажем... Вот тут... А шаблон он какой? Докурил? Да. Ну так, поверхностно. Число, деленное на 2, равняется 0 четное. Число, деленное на 2, четное. Да. Сумма четных чисел заданного диапазона. Так. Сейчас. Я... Так. Так, допустим. Переложить гадошный код на шар. Нахуя? Так, ну... Не, вообще нихуя не помню. Ну, точнее, не могу представить, как я бы это делал на GDScript. Ну, объявил переменные, типа минимум, максимум и вот это вот, да. Потом... Не, нихуя. Я GDScript давно не трогал. Чё? Играть это. Так папа учится, какой играть.
for in in for I in range, то если остаток равен нулю, то переменная если остаток равен range. Так, 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 так. Пух, 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 пух. Так, 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 так. Ага. Тетрадь писать. Короче, у нас от 7 до 21. Результат 98. Написать метод, реализующий подсчет суммы четных чисел в диапазоне от 7 до 21 включительно. И выведите в консоль результат для определения четности числа воспользователя. Я, ну, как бы задачу нихуя не понимаю в плане 98. Чё 98? Чё ты, ну... Так, ну нажимаю такой, да? Пам-пам. А-ха-ха-ха-ха. Восемь, 10, 12, 14, 16, 98. Окей. Так, а почему от 7 до 21? Вот что это имеется в виду. А, цикл, то есть итерация от 7 до 21 типа идут? А... погоди. Или чё? Тут, допустим, I. Тут все идет до... Это больше или равно, может быть, сделать. Макс. Так. Но перед этим надо написать переменная если остаток равен нулю, то переменная плюс... Окей.
А если ты подставишь 7, у тебя запустится цикл? Вместо мин, имеешь в виду? Или вообще? А, погоди. Наверное, нет. Ща, погоди, когда-ка я вот это вот просто скоперну. Конкретно под эту тему я создам новый скрипт, пожалуй. Так. Угу. Сейчас, погодите. Сумма четных чисел заданного диапазона. Не под. Rename. Ага. А что он тогда создал вообще? Так, ты закройся. Угу. Хорошо. Все. Окей. Здорово, Фрид. Ну, закряхтел. Ну, блин, да. Так, эти компоненты мы пока уберем. Это мы запустим. Так, неиспользованный этот, да. Так. Все лишнее уберем. Так, если у меня пум-пум-пум-пум. И тут внутри надо, скорее всего, условия подставить. Так, может дополнительный материал какой-то есть, ну-ка.
Сортировка выбором. Тогда только вот это есть, да? Ладно. Здорово, пах. Здорово, Жень. Здорово, Жень. Здорово, 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 здорово. Unity это будущее? Не, Unity это настоящее. А будущее... А будущее размыто. Непонятно. Может быть, я Unreal будущее. Но опять же, непонятно. Пока можно лишь судить только лишь о настоящем. Он начал писать цикл, да. Так, погоди, сейчас. Да, я тут веду. И чё, блядь? Если I делится на 98 равняется нулю. Типа семерка. Из-за семерки не запустится цикл, да? Типа вот из-за мин 7. А, бляха-муха. Скоро сделают движок, который будет встроен в нейросеть, и ей там словами все объясняешь. Но сейчас же есть подобные плагины для Unity. Ну типа да, но бля... Может и в будущем буду конкретно пользоваться такими штуками. Но... Как бы... Суть того, что происходит, все равно понимать надо, как бы. Из-за IMAX.
А, ну просто, да. Вот. Если I больше max, так, погоди-ка. Меньше. А. А. Оп. Оп. Привет, Грибар. Здорово, Грибар. Так, я пока еще не созрел до того, чтобы кричать как обезьянка, но я близок к этому. Это да, но я думаю над этим. Ну, типа, я имею в виду, чтобы вот так вот было, типа, и оно... Где оно? Вот. Типа... А, погоди. Игры будут? Будут, когда мы с этим разберемся. Так, если I делится на 2 и равняется want. Ну да, типа если дойдем до игры вообще в принципе. Так, main, так, max. Если I делится на 2 и равняется 98. Идет такой цикл. Па-па-па-па-па. Если во время этого цикла попадается число, которое делится на 2 и равно 98, что по сути, блять, невозможно, нахуй. Тогда результат выводим. Так, а шаблон он какой?
в этом плане. Бляха, муха. Так. На. Результат верный, результат неверный. Ожидается вонт. Сумма отчетных чисел в диапазоне от минимума до... Ну, процент делит. Делит. Не делит. Блин. Оператор. Остаток. Ха-ха, сука. Здорово, Мизик. Вот оно что. 7. Остаток 1. Мы использовали вот это вот знак процента для того, чтобы выявить простое число. В цикле. Четное число. Приятно покачаться, Грейбар. Угу. Ну, типа... Погоди. Погоди-ка. Погоди-ка. Так, погоди-ка. Не погоди. Так, я такой сейчас, допустим, тут написал бы, допустим, если I остаток равняется. А что если... Если I 98, что по сути деле
Не, так, 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 так. Если want 2 и тут I. Максимальная подсказка. Если остатка отделения на 2 нету, то число четное. Ты мне уже даже написал код, считай. Так, хорошо. Бля. Ты написал. Переменная for I in range твой. Если остаток равен нулю, то переменная плюс. Так, погоди. Если хорошо, сейчас я походу сейчас погоди. Так. Переменная for I in range. Ага. Если остаток равен нулю, то есть for I равен нулю, тогда ай. Так.
Ай, блин. Пиши int a. Мгм. Вместо А можно сам назвать сумму. Мгм. Эм. Debug log. Ну, 98. Так, блядь. Да. Тут return будет. Так, погодите. Return.
Уже есть ретурн. Так, короче, нахуй. Короче. Так, ну сначала... Угу. Угу. Ща вот стараюсь сообразить, подожди. Я разбираюсь в вопросе. Стараюсь разобраться в вопросе. Так, что произошло? Так, давайте детально проанализируем ваш код и объясним, как он решает задачу по подсчету суммы учетных чисел по заданию от 7 до 21 включительно определения класса метода. Так, понятно. Это означает, что класс может быть прикреплен к игровому. Так, можно. Угу. Так, не, ну это понятно. Инициализация переменных. Это граница диапазона, в котором мы будем искать четные числа. Переменная, которая будет хранить сумму четных чисел, инициализируется нулем. Здесь использует цикл for, где перебираются числа от минимума 7 до 21 включительно, а и переменная цикл, который принимает значение от 7 до 21. Проверка на четность. Здесь мы проверяем, является ли текущее число I четным. Оператор процент, остаток отделения проверяет, делится ли I на 2 на целое. Если остаток равен нулю, значит число четное. Суммирование четных чисел. Если число четное, мы добавляем его к переменной сам с помощью оператора равняется, плюс равняется. Это означает, что текущему значению сам прибавляет значение I. Затем мы выводим текущее значение сам в конце. Так вот откуда 90 и все вот это вот. Оно вот тут вот прибавлялось. И куда это пропал? Так. Он берет, короче, четные числа из этой итерации. 8 он сначала берет, которые делятся на 2. Не, погоди. Так, сначала он взял 8, потом 18. Сам
Нолик плюс 8, сам 8 плюс 10. А, вот как. А. Да, ну, типа, от нуля же идет. А погоди, если бы от нуля шло, тогда вообще было бы 6. Столько подсказчиков, голова лопается. Да уж. Сам равняется, присваивается сам плюс i. Не, ну вот когда ты написал, типа, сам равняется 0 плюс 8, то есть i прибавляется. Окей, потом сам, который хранит числа, вот уже имеет 8, и дальше уже идет. Ну, дальше идут вот эти вот четные числа, и они прибавляются в саму, и сам начинает получать новые вот эти вот значения, типа вот 18. Потом дальше идет четное число 12, и оно типа вот прибавляется к 18, становится 30. К 30 прибавляется 14, 44. 14 прибавляется 16, 60. 60 прибавляется 18, 78. Читай, пока не поймешь прям по коду 7, что происходит. Погоди. Так, если четное число, мы добавляем его переменной сам с помощью оператора. Ага, это означает, что текущему заканчивается сам. Значению сам прибавляется значение i. Затем мы выводим текущее значение сам в консоль с помощью debug log сам. Результат. Так как цикл проходит по всем числам от 7 до 21 включительно, каждый раз, когда число четное, например, 8, 10, 12 и так далее, он добавляется к сам. В итоге, после завершения цикла, сам будет равен сумме всех четных чисел в этом диапазоне. Вот поэтапно, какие четные числа мы получаем. Четные числа от 7 до 21. Первое число четное 8, 10, 12, 14. Ага. Если сложить эти числа 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 98. Поэтому в конце выполнения программы, в конце вы получаете результат 98. В смысле? Бар будак-то? Да? Посмотрите. А что оно? Хлеб серный. Да. И что тогда? Не, я понял, в принципе. Так, у нас здесь идет цикл от 7 до 21. Каждый раз мы прибавляем 1. Ну, то есть идет.
И далее условия. Если в цикле встречаются числа, делимые на 2, то к переменной сам мы прибавляем это самое число. То есть он берет, прибавляет четные числа, которые встречаются в этой итерации. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И в итоге мы получаем число 98. В первой итерации что происходит в семерке? Ну, он происходит, он просто 7. Плюс 1 становится 8. В условии if цикл делимый на 2 встречается, и он прибавляется к переменной сам. Далее получается идет девятка, он пропускается, в условию не подходит. Потом десятка подходит, четное число прибавляется в сам. 11 не подходит, 12 подходит. Ну, то есть в начале семерка она не подходит, она просто типа цикл произошел и идет тупо дальше. И тут мы встречаем восьмерку, и она подходит к условию нашему, оно четное число, и оно прибавляется к саму. Ну, если ты это хочешь слышать, я вот это вот говорю. И дальше вот по циклу, если мы идем, то девятка пропускается, так как оно нечетное по нашим условиям, не подходит. И потом десятка подходит. То есть в этом диапазоне все четные числа, которые встречаются, они прибавляются к саму, и мы в конечном итоге получаем 98. А покажи на коде, где именно 7 отсеивается. Где именно 7 отсеивается. Ну, здесь вот if. Здесь он отсеивается. То есть он идет на проверку условия, он отсеивается, не идет дальше. Восьмерка приходит и такая, ага, все, заебись, проходи дальше. И ты у нас прибавляешь их сам. Потом идет дальше. Девятка, оп. И if такой девятка говорит, ага, пошел нахуй. Девятка идет нахуй. Потом приходит десятка, и if такой, заебись, здорово, братан. Жмет руку там, обнимает, там, поднимает. И пропускает его к саму. И сам теперь имеет десятку. Плюс 10, то есть 18 становится. Ну и так далее. То есть тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк прибавляется все. И это все в диапазоне от 7 до 21 происходит. То есть, когда мы доходим до 20, и он также прибавляется к сам. После, опять же, вот, ну, то есть, весь цикл доходит до конца, но просто последний вот это вот 21, он опять же не проходит вот эту проверку и просто отсеивается. И все. Когда читаешь, то все переменные считай, которые по пути появляются. Уже неправильно? Что я неправильно объясняю? Разве не так? По циклу от 7 до 21 прибавляю 1. Ну, происходит цикл. От 7. То есть 7 пошел. 8, 9, 10. И так вот у нас идет. Ну, погнали 7 подробно. Не прибавляешь.
Так. Переменная I в цикле. Присваивается min. Ага. Потом I. Если... Ну, точнее, если... точнее. Потом I меньше или равно максимума, тогда прибавляем 1 к нашей переменной I. То есть по циклу семерка такая идет, она все еще меньше максимума, то есть 21, мы добавляем ему однерку. Все. Пошла восьмерка. Она также меньше максимума. Ей точнее, не-не. Вот семерка пошла. Она меньше максимума, ей прибавляется однерка. И дальше этот самый I такой идет на проверку. Проверка такая смотрит. Ты четное число. И попадаешь на сам. Хранишься там у сама. И выводишься принтом, так сказать, в консоль. Дальше консоль, цикл точнее, берет этот самый I, то есть восьмерку уже, также. Зырит он такой типа пак-пак-пак-пак-пак. Ты все еще меньше максимума. Прибавляем тебе однерку. Девятка идет к условию if. И if такой пошел нахуй. Ты мне не подходишь. Хорошо. И такой на девятке. Идет такой дальше к максимуму. То есть он все еще меньше максимума. И ему прибавляется 1. Он становится десяткой. И if такой: о, здорово. Го ко мне. Там есть сам, он тебя ждет. И сам такой: о, давай ко мне, прибавляйся. И он прибавляется. После выводится на консоль. Семь пошла в if. I++ срабатывает после if. В смысле? Ну все тогда получается. И переменная объявленная сразу идет на проверку if. Он нечетный. Он не проходит проверку. И дальше... Погоди, а почему так работает? Почему это так работает? Ну, то есть, цикл такой пошел. I переменные там объявленные, там прочее. От и до range. От 7 до 20, я думал. Ух, 7. 8. На ВК у меня нету этого. Ссылки на Discord. I++ создан для того, чтобы в каждом новом кругу твоя I увеличивалась на 1. Это я понял, это я знаю. 7 нахер не пошла, она идет в первый if. Ну так она пошла и идет нахер.
Ну, точнее, обратно в цикл. И прибавляется на +1. Так как она, ну, меньше максимума. Ну, то есть, ну, то есть я так должен сказать. Окей. Переменная I. Первая цифра в цикле проходит проверку if, не проходит его, возвращается в цикл. Она меньше максимума и получает +1 и становится восьмеркой. И идет на проверку if, проходит проверку на четность и прибавляется в сам. Выводится на консоль и дальше возвращается обратно на проверочку в max. Он меньше максимума, прибавляется однерка, и он становится девяткой. Окей, ладно. Он становится девяткой. Не проходит проверку и возвращается обратно. Он меньше максимума и поэтому получает +1 и становится десяткой. Проходит проверку и прибавляется в сам и выводится на консольчик и обратно. Ладно, ладно, ладно. Вот. Ладно, хорошо. Ежи на небеси. Так. Воды себе принесу. Да уж, да уж, да уж. Окей. Задача первый класс, штаны на лямках. Я так понял, что это твой первый курс по C-Sharp. Я бы начал на твоем месте с бесплатного начального курса, где прям азы объясняют, а потом ты сможешь к Unity приступить. Ну, как бы, да. Просто пишешь функцию сейчас, которая будет принимать на две переменные min и max. Если бы ты сразу понял, то переменную вон даже не трогал бы. Да это понятно. Ну, типа, бля, короче...
Так, погоди-ка, а что у меня здесь? Это я про то, что в шаблоне написано. Но в шаблоне там как будто бы дохуя всего написано, и того, что мне как будто бы особо-то не нужно. Some even. Так, интро примерно год. А. Мгм. Го вторую. Ща, погоди. Да, я вижу. Так, я сейчас.
Так. Калькулятор. Па-па-па. Па-па-па. Ага, так. Так, 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 так. Так, давайте для начала так слегка отвлекусь от скрипта пока что. Назову эту тему. Так, назову эту тему My меню. Я в рюмочной посуду мою. И это, скорее всего, правда. Да. Так. Так, 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 так. Внутри добавим image. Он у нас даже давай-ка scale 1900 1080. И ты у нас все равно Bosch. И ты у нас чик. Угу. Так, меню. Background image. Так, панель. Панель. Внутри панели. А вот здесь я уже ничего не понимаю. Я хочу, короче, компенсировать весь этот позор. Хотя бы тем, чтобы сделать сверх того, что от меня требуется заодно, и попытаться реализовать этот скрипт под UI. И в UI это... Так. Угу. Что я хочу реализовать? Для начала давайте-ка... Ну так, по порядку пойдем. Без всякого безумия. И хочется даже, наверное, как-то
Так. Ассеты. Text Mesh Pro. Fonts. Вот fonts. Давайте-ка я сюда закину что-нибудь русское. Давайте Gotham Pro. Gotham Pro подойдет. Так, Mesh Font Asset Creator. Сюда закинем. Угу. Fonts, да. Да. Угу. На самом деле хватило бы, наверное, даже одного конкретного шрифта из этого семейства, но похуй. Все закину. Гулять так гулять. Мгм. Так, вот он, этот наш текст. Он такой вот у нас здесь расположен. Уютненько себя такой сидит, чувствует. И мы его такие сейчас берем, слегка увеличим, автосайз поставим, верстка по центру, пук-пук-пук-пук. Давайте максимум у него пускай будет 50 пикселей, не, давайте хотя как заглавный 60. Так, закинем сюда. Давайте, наверное... Так. Во. Во. Так, black, bolt закинем. Да ёбана. Bolt. Так. А почему? Я не понял, знаете что? А какого хуя он у меня такой простой, бля? Он как будто бы шрифт... Почему он русский язык не распознает или что? Мне же не кажется. Так. $130 КЗП, ну мое. Так.
Практическая работа. Пять, 7. Да, блять, он почему-то русский язык не распознает. Это что за ёб твою мать? Почему? У этого же семейства есть русский язык. Есть. А в чем трабл? Так, ебать. Вот это вот что-то я не понял этого прикола. Кто мешает, тут C#, пиши челон. А кто мешает? Ты о чем вообще? Я вот думаю, сколько зарабатывают реально программисты, потому что я будто вот только на такие задачки способен. Ну, блин, типа с твоими знаниями покорить Unity вообще будет легко, я думаю. Просто в интерфейсе разобраться и все, типа. От 6 до бесконечности в среднем. Поэтому. Прикольно. Что-то я вот не понимаю, нахуй. Что-то я не понимаю. Так, погодите. Ладно, давайте смотреть в корень проблемы. Это, скорее всего, вот здесь вот что-то произошло не то. А именно то, что вот тут какая-то настройка должна ставиться по типу ASCII, Extended ASCII. Вот оно же, да? Вот это оно. Я вот правильно смотрю. Character set, да. Здесь. Ну, давай Extended попробуем. Какой? Medium... Не, давай не Medium Metallic, а... Блять, почему я выключил его? Так, давай-ка Black. Black. Я такой беру. Extended Task. Lower. Ага. Characters from file. Custom range. Это Unity, игровой движок. Здесь игры делаются. Игры делаются. Так, вот символы пошли.
Зарплаты отстали. Как это? Мало? Мало, мало. Видимо, да. Оптимум. Вот, 209 из 366. 0. Ноль. Ноль. Так, блядь. А почему он не цепляет кириллицу? М. Бесплатные курсы для начального уровня по шарпу. Так. И проходил их все, потом уже можно конспектировать, потому что часто приходится что-то вспоминать. Так. Блять, как он называется? Так, Smash Pro. Ага. М. Так, даже щелкнуть на создан фон таса, чтобы открыть ее свойства в характер сет. Unicode range. Окей.
Окей, окей. Сукин сын. Так, Unicode Range. Так, дальше. И указать диапазон символов, которые вы хотите использовать. Например, диапазон для кириллицы. Такие... Так, ну-ка. Чё, блядь? Да. Некорректный формат. Так, ладно, подожди-ка. Ау. Так. Unicode. Ну, тогда может этот формат. Нет. Ну, русский шрифт тут, да, блядь. Чё-то прям как-то нахуй. А, бля, вот он. Падала, падала.
Так, вот. Охуенно просто. Охуенно. В натуре классно. И тут та же байда, да? Так, дважды щелкни по созданным font assets. Вот щелкнул. Character table. Так. Font asset. Блядина. Ну, вроде... А, ну вот принял их что-то, да. Так, и давай. Готов кушать. Девяносто семь. Так, подождите, он принял 97. Не, нахуйственно все так же. Значит, поставить надо custom range. Двести девять. Нахуя мне 209 тащит? Бля, вот этого я не понимаю. Не понимаю. Чё ему надо еще? Сука.
Он просто, в принципе, не распознает или как вообще вот эти вот цифры, ну... Ой, блядь, он просто не может распознать эти цифры, что ли? Точнее, символы. Тогда чё? Preferences, General... М. Господи. Тяжело. Тяжело. Так, что там? Кстати, может быть, вот так вот как-то. Пере... Да, просто шрифт внести. Хочу, блядь, импортировать шрифт.
Но вдруг пришел к пониманию, что он просто, блядь, не видит русских букв, он не видит, блядь, шрифтовых файлов, русских символов в принципе, блядь. Может, язык просто. Где? Так, нахуй. Да, блядь. Да. Английский символ-то видит.
Бля, это пиздец удручает нахуй. О боже. Да, попробуем. Так, он таким образом их нашел. Если кастом character свести. Так, короче, все всегда через custom characters надо добавлять. Хотя, зачем я тут пишу? Я просто... Блять, ты мне тут еще не выделяйся нахуй, заебешь, тварь.
Мгм. Не понял, какие буквы? А и Д? Почему? А какого, собственно, хуя? А вот интересно, блядь, а какого хуя мы не выделяемся и не даем мне возможности скопировать и поставить, блядь? Так, окей. Выдает. Ну да, поэтому я и сижу. Потом, когда я его забаню, он еще обидится на меня сильно очень. Будет поговаривать, типа, ну я такой же человек, ну ты же знаешь, я такой человек, ну то, блин, ну тут я такой человек, ну, блядь, ну я такой. Блядь. Так. А, в смысле отсутствует? Там лишние ады были какие-то? Атмосфера создает мне. Какой, как Вихарьков, что ли? Пердит? Пованивает? Ну да, есть такое. А что, увеличение атласа, оказывается, имеет значение? Ну, давай попробуем. Да не особо. Чисто на качество, скорее всего, будет влиять.
Ладно, попробуем посмотреть, что еще из этого выйдет. Окей, давай, давай, давай. Тысяча, сука, лет прошло, нахуй. Так, ну да, хорошо. Но все-таки мне кажется, что как будто бы сейчас тут будет происходить полнейший кал. Вот именно в моменте, когда я такой захочу написать здесь, ну скажем, не, все в порядке. А, не понял. Что-то не понял, вообще не понял. А хули он мне мозга ебет тогда, если, ну, что, ну, что он пишет мне, что... Пиздец, ладно. Блять, мозга мне ебет, нахуй. Не, ну видели, бля, пишет мне, типа, говорит, ну тут вообще-то у тебя нету этого, ну, блядь, нету там, понимаешь, нету... А, может, кстати... А, может быть, кстати... Ой, погоди. Погоди. А, нет, все равно. Да ничего не поменялось вообще, в принципе. Ну ладно. Так, ну-ка посмотрим, как болт смотрится. О. Приятненько. Гендонство. Хорошо. Main меню. Title. Текст. О. Кайф. Кайф. Идем. Дальше давайте сделаем сейчас. Так, погоди, а что мне надо? Конкретно. Ну-ка, шаблон посмотрим. Какая задача там выполняется? Ну, просто тут задача типа от 7 до 21. Ага. Угу. Так, дальше тут давайте добавим кнопку.
Отчего? Отчего? Отчего мне так легко? Отчего? Так. Да. Как бы назвать эту кнопку? А, Task One button. Во. Пускай так будет. Сделаю чутка прозрачным. Текст сделаем автосайзом 50 максимум и цвета белого. Дальше тут напишем сумма четных чисел заданного диапазона. Давайте ему добавим вот такой вот шрифт. Давайте 40. Окей. Так, там задача у меня всего 4. Раз, два, три, 4, да. И... Бац! Бац! Бац!
Угу. Угу. Окей. Ща придумаю, погодите. Чтоб это, ну, смотрелось нормально. Понятно. Ну, сортировку выбором еще как-то, конечно, нормально. Его как будто вообще менять не надо. А остальное это просто пиздец, караул нахуй. Индекс первого вхождения числа в массив. Ну и название. Индекс первого вхождения числа в массив. Сумма четных чисел в заданном массиве. Так. Блин, вообще кайф. Скоро вот прям представляю, как начнем эти вот прям фильмы смотреть. Сидеть, балдеть, кайфовать. Не, на самом деле, вот фильм «Девчата» очень нравится. Меня на этот фильм жена подсадила прям жестко. Каждый раз с удовольствием смотрю, каждый год. По-моему, в году даже 2 раза смотрим, или около того. 3 даже. Ну, тут можно написать... Хотя бы четные... А, во, ее нету, кстати. Четные числа в заданном массиве. В заданном массиве. Бутер у Тоськи знатный был, да. Четный. Блин, и каждый раз так вкусно кушают. Диапазона. Четное число в заданном массиве. А сколько курс стоит? Да, дорого нахуй, блядь. Мне даже его в рассрочку дали. Типа, знаешь, сколько он стоил? Он стоил... 100 с чем-то, короче. Ну, там можно сторговаться с ними, по идее. Можно с ними сторговаться. Типа поломаться. Ты такой, типа, им звонишь, говоришь, я хочу вас... ну, точнее, я думаю вас купить курс на игрового разработчика. Сколько она стоит? Они, типа, такие тебе суммы озвучивают. А потом ты такой говоришь, так, дорого, ну, блин. Ладно, типа, я подумаю, может, сейчас посмотрю в других магазинах, точнее, в других учебных учреждениях, может быть, там подешевле будет. И сразу там, короче, начнется вот эта торговля, там менеджер, типа, начнет тебе говорить всякие вот эти вот, типа, варианты, там, в рассрочку, вся херня и там прочее.
А ты такой говори: ну блин, не, ну мне это очень интересно, конечно, но пока нет, как бы все-таки неохота. Ну точнее, денег мало, типа. И там, допустим, трубку бросишь или еще что-нибудь. Они потом тебе перезвонят и спросят, ну, может быть, когда у нас появится предложение получше, мы вам сообщим, типа, или что-то в этом роде. Ну, то есть, по ходу первого разговора лучше дай им, типа, свою почту электронную, или типа того, или телегу. И потом они тебе начнут там скидывать. О, типа там 50% скидка, там, короче, курс стал дешевле. Там, короче, можно с ними сторговаться на более низкую цену. Главное ломаться. Жестко ломаться, типа. И они тогда такие, ну, можно и подешевле. Да. Блин, эти кнопки надо было еще более прозрачным делать. Ломаться это как? Типа, ну это мой первый раз, будет ли больно учить? Ну, можешь и так, да, говорить. Мои воспоминания из школьного времени и студенчества все еще свежи. Со мной там были очень грубые. Я перенес большую травму с тех времен. Может быть, поэтому я боюсь у вас учиться. Да, родилась сейчас ты. Я вот за такие деньги они меня целовать должны целый год. Ну, типа, да, типа, ну, как бы. Ну, короче, чем они все время вот, типа, козыряют и чем они все время хвалятся, тем, что да мы ебать, нахуй, найдем тебе работу в этой сфере, по-любому. Если не найдем, то деньги вернем, нахуй. Гарантированно, блядь. Типа так у них разговор идет. Ну там типа такие моменты, что, насколько я понимаю, ты должен весь курс пройти. И потом уже типа говорить им, все, я курс прошел, типа я готов, где работа, собственно. И они такие, все, момент, сейчас найдем. А ты такой, блин, все, короче, 1 час жду, нахуй. В течение часа не находите, ебать, деньги возвращаете. Они такие, бля, ты чё, ебанулся? Погоди, ёпта. Начнут жестко так быковать, типа, разговаривать как быдло. Ты чё, и звони в прокуратуру, да? Да-да. Максимально как быдло. Парарарара. Та-та-ра-та-там. Пам-пам. Пам-пам. Па-парарарара.
Пы-пы-пы-пым, пым-пам, пым-пам. Пым-пым-пым, пым-пам, пым-пам. Па-па-па-пара-па-па. Па-па-пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, как это выглядит примерно? Нормально. Пойдет. Пойдет. Я знаю типа, у которого компания по созданию мобильных игр. И он курс выпускает за 300к и то же самое обещает. Но как он говорит, они типа тебя реально учат и устраивают к себе. К себе. Но вообще это типа как будто бы довольно-таки возможно, ну, не то что возможно, но это как будто да, типа это реальная практика. У Skillbox же там дохуя партнеров всяких таких. И они реально из джунов типа делают медлов, там прочее. Типа у них так работает. И как будто бы да, это очень похоже на правду. Я думаю, что там, ну, действительно, просто они такие возьмут и сунут к одному из партнеров вот эти вот Skillbox, типа скажут: вот он, Гаврик готов к войне, забирайте. А ты такой: какой войне, вы что, угораете нахуй? И военкомат забирает тебя нахуй, и ты пошел. И пиздец. Да. А я вот даже не знаю, какой у меня уровень. Я думаю, что Джун, а на самом деле хз, где пройти тест на медла. У нас просто нет уровней. Ну, вообще... Ну, вообще... Ты по-любому, скорее всего, выше Джуна. Ну, то есть ты язык-то программирования там хорошо прям знаешь. То есть я уверен, что при устройстве куда-либо ты в любом случае пройдешь какой-то тест, особенно в российских компаниях и так далее. В других зарубежных компаниях, скорее всего, там, ну, насколько я помню, шли такие разговоры и вообще типа то, что там все выясняется в интервью во время общения с работодателем, типа. Если там HR с тобой базарит, то ты там говоришь какие-то такие вещи, потом HR такой, типа, видит, что, ага, короче, он перечень моих вопросов, типа, прошел, в плане того, что компетентен или нет, и дальше HR может тебя перекинуть конкретному прям специалисту, который является типа лидом какой-то команды разработчиков, которые работают над какой-то задачей. И ты с ним уже конкретно по техническим моментам там начнешь типа базар-вокзал, и он такой: а, ну блин. Угу. Типа, я думаю, как-то так. Не, ну не такие задания, конечно. Не такие, конечно, задания. Не, я уверен, там куда похлеще задание будет вопрос. Ну, типа, не знаю. Смотря на какую позицию, типа, стреляешь. Вот конкретно по позиции задачи, там, типа, что-то около того.
будет там что-то такое задаваться. Ну, представить даже, типа, немного сложновато. Что там может быть? Ифрит, ты такой, я вообще иногда в ахуе с тебя, серьезно. Я просто, да, тяжело, тяжело. Так, сейчас. Ну, можно было, кстати, написать конкретно тут как задание 1, задание 2, задание 3 и 4. Как будто бы. А где ты еще стримишь? Я в ВК стримлю еще. Я вообще не разработчиком пришел, а на поддержку. И как со всеми разобрался, предложил. И как совсем разобрался, предложили пойти в разработку. Не, ну, если прям не уверен, там прочее, то в свободное время позанимался быть какими-то такими вещами. Ну, типа. Ну, или просто смотри за мной, я не знаю. А так я в тебе как бы уверен. Тебе правда, вот просто надо, типа, ну, разобраться с интерфейсом и все, как бы. Дальше вообще изи. Что там? Добавить компонент. Ведь... Да.
Нет, тут... Но я уверен, я никого не напугал. Так. Сюда надо закинуть. Точнее создать. Create empty. Ёпта. Как назвать-то? Functional panels. И внутри я такой добавляю input field. Так. Он скорее такой будет примерно. Так, input field. Угу. Угу. Так, введите минимум. Типа так. Я тут такой ввожу. Фильмотека, здорово. Игры делаем. Ну да, стремимся к этому, идем. Ну а так вообще в принципе... Так, сейчас. До этого сидел на другом движке. И на другом движке у меня уже есть маленькая игрушка. Когда поиграем? Мою игру? Ну вот я тебе скинул мою игру, другую, правда. Да. А так... Ну посмотрим. Я еще не определился, какая примерно это будет игра. А когда определюсь, это будет прям конкретно. Твердо и четко, ясно, что за игра. Когда я начну рассказывать про свою игру, когда она будет прям твердо и четко, ясно какой, меня будет уже не заткнуть. Я прям буду сидеть такой. А там потом случится такое, что просто охереете. Вначале вы типа такой, типа, ни хера не понимаете, там, ходите, бродите, что-то пердите, там, вопросы себе задаете риторические, а потом вдруг раз, бац, и вы такой, ебать, а я не понял. Ну и так далее. Там команда крепкого орешка внутри космического корабля. Не.
Минимум, максимум. Так, сейчас. Я все-таки стараюсь. Сделать красиво. Минимум, максимум. Вводим. Потом все это такое типа раз. Ага. Я вот думаю, а как мне реализовать вывод? А, а, а я как будто... А, я понял. Как будто бы понял. Так, подожди. Так, хорошо, ладно. Это я такой типа сделал. Так, так, так. И потом сюда еще хочу добавить, получается. Введите минимум, введите максимум. Так, тут будет еще один текст. Да, текст будет такого толка. Сначала добавлю image. Ну, я тот не осилил до конца. Ну, Годот имеется в виду. Я его до конца не осилил. Он меня безумно задушил. А так, спасибо за добрые слова, Пейн. Большое спасибо. По идее, мне чат должен был зачитать это, то, что ты на мне отправил. Но, блин. Надо будет это все сделать. Сумма четных чисел. Так, диапазон. Она должна была. Ну вот, если что, на Твиче зачитывает. Если что, на Твиче зачитывает. Вот с Твича это работает, да.
Ты красавчик. Все у тебя получится. Вот. Тут Главное работает. не сдаваться. Один движок смог осилить, сможешь и... И пернуть. вот. Смогу пернуть, смогу. Так. Да. Да. Но вы же не пишете, поэтому я вот сам с собой. Вот так вот. Вот так вот. Все. Дурка, она вот такая. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Да. Ага. Окей. Теперь давайте... Все, так. Теперь я думаю. И иду скриптам вот здесь. Мне нужно реализовать следующую тему. Сейчас, погоди-ка. Вот по типу такой штуки. Беру такую. Скопирую, пожалуй. И реализую тупо здесь. Так. Темпо текст. Он у меня один. И input field. Вот. Один. Я тут веду. Min. А здесь max. Task 1. Result. Текст. Вот. Окей. Дальше. Думаем, как подстегнуть всю эту тему. Да, короче, дальше добавим private void start. Здесь здесь у нас будет написано... Что же здесь будет написано? Так, здесь будет результат введенных вами. Так, здесь будет так, здесь будут четные числа. Здесь будут четные числа вашего диапазона.
Здесь будут четные числа вашего диапазона. Делаю 3D-модель пещер в аквариум. Потом все это дело распечатаю и закину в аквариум. Диноданчи. Прикольно. Классно. А чё рыбкам делаешь? Или это не рыбки? Чё за приколдес им закидываешь? Так, вот тут. Погоди-ка, а мне этот самый куратор что-то говорил по поводу конверт. Подожди-ка. Ебаный бубаный. Так. Вы отлично справились, говорит он. И такой говорит мне. Так, есть другие методы, например, класс Convert имеет много перегрузок, выполняющих конвертацию разных типов, тогда как парс конвертит только строки, что верно для данной задачи. Также некоторые методы Convert имеют большую функциональность, например, Convert поддерживает 4 системы счисления: двоичную, восьмеричную, десятичную, шестизначную, а InParse только 2. Ага. Ага. Хорошо. Ладненько. Тогда я тут такой ввожу. Int parse min input field точка текст int parse max input field точка текст. А вы идете на... А разве что может быть... Вот здесь... О, подожди. Или все правильно? Я просто потом всю эту тему привяжу под кнопку, наверное. Вот это вот будет кнопкой. А здесь я напишу дальше. Вот int sum равняется int parse, блять. Рыбкам. Сделаю им пещеры. Сейчас там валяются амфоры. С ракушками. Амфора. Ракушки тоже напечатанные. Потом мини-замок.
и небольшое судно в аквариум напечатаю, помимо саморегулируемую кормушку еще распечатаю. Она регулируется сама от уровня воды. Ну, нифига себе. Че, недавно рыбок приобрел? Че за рыбки такие? Я вот, кстати, ну-ка. Может, принт? Все, попробуем реализовать эту тему. Как будто бы готово. Так, task 1. Сюда закидываем эту тему. Так, task 1 result. Task on result текст сюда. Min input field сюда. Max input field сюда. Теперь, как будто бы мне надо... Как будто бы мне надо здесь, знаешь что? Кнопку. А может быть и нет. Или все-таки надо? С месяц. Надо. Купила жена. Для мелкого. А как оно бывает? Кормить я, чистить я. Ну и чё, подумал чинить, напечатать в аквариум, и понеслась. Понял. Прикольно. А что ты хочешь? Чтобы пользователь мог вводить любые числа. Любой минимум, любой максимум. И все. И пух. И это будет работать. Я даже... Да, я отсюда возьму любую кнопку. Ну, это тебе код нужно менять. Ну, не сказал бы. Ща посмотрим. Я же говорю. Может быть, не понадобится. А, бля. Погоди. А, не, неправильно. Не так. Вот так. Вот так. Так. Да. И... Там два сомика, которые песочек жамкать. Цветные наподобие барбусов. И один петух. Петух. Засранец. Красивый. С вуалью вместо хвоста. Но залупастый. Луль. Сомы? Два сомика? Охуеть, это что за огромный такой аквариум?
Some even. Some even. Да это понятно. Но я тут хочу вводить числа. Любые. Понимаешь? То есть тут мы можем ввести просто тупо 7,21 и выйдет здесь вот как раз таки это все. Ну, идея такая. Ну, ты ведешь минимум и максимум. А переменная сумма должна 0 быть равна. А они по умолчанию к нулю равны же инты. То есть тут у нас 0, 0, пока ты ничего не ввел. Так сказать. Но как мы введем сюда вот типа какие-нибудь данные по типу 7,21, здесь выйдет вот 8, там вот это вот 18 и так далее. То есть сработает вот этот скрипт. Как-то так. Самки. Блин, вот что-то херня какая-то немного, ну, допустим. Так, погоди-ка. Ладно. Угу. Не работает, потому что скрипт у нас тут задан хуй пойми как. Ща разберусь.
Ща разберемся. Ща все будет. Ща все будет. Отлично! Подписка оформлена. Кто? Спасибо за подписку. А, там, короче, не разберешь. Ну, спасибо за подписку на ютубе, да. Большое спасибо за подписку. Тогда давай, короче, тут не приват сделаем, а публик. Публик. И здесь я такой беру. И не вижу его. Так, я чего-то не понимаю, что ли. Почему он его не видит? On some even numbers in range. On some even numbers in range. Скрипты. Ну, все правильно. А, погоди-ка. Может быть, без этого? Просто так? Он же требует к себе... Ну, да. Давай. Что? Чё? Так, все, я понял. Я максимально тебя понял. Я максимально тебя понял. Вот теперь все понятно. Или нет? А куда он проебался, я не понял. Что? А куда он? Где? Почему? Почему? А, Void. Почему? Да. Вот. Все. Так. Момент истины. Так сказать, барабанная дробь. Чё тебе, сука, не нравится? А, там что-то... А! Блин, давайте тут Да, вот это вот.
Окей, 7:21. Блять. Так, подожди. А чё, он в строку не добавится, что ли? Добавится, мне кажется. Думаю, вполне себе добавится. Как нехер делать. Не, ну смотри-ка. Ну блин, ну типа... Так, ладно, да, попробуем иначе. Сам равен нулю. Ой, ах, такой. А. Так, чтобы это сработало, что еще требуется от меня? Проверка нужна, скорее всего. У тебя теперь, когда число будет четно, первым делом сумма всегда будет обнуляться. А, да, тут... Хотя вот...
А что если я... Ну-ка. Так. А если конверт сделать? Конверта нету, что ли? Так. Конверт. А если так? Так, попробуй убрать строку сам 0 и измени строку сам на 0. Просто, да? А, погоди, и print сам. Типа, погоди-ка. И тут тебе нужно расслабляющий музон. Да и так пойдет. Мне удается преобразовать тип void в string. Ща, погоди. Погоди. Ладно, давай просто попробуем debug log ёбана.
Пока хотя бы так просто. Типа 7.21. Да, работает. Хорошо. Но мне нужно, чтобы это выводилось сюда. Вот. Все пашет. Ну, то есть... Ну, давай, типа... Три. Вот, 108. Да. Это работает, но, блин, зараза. Это, по идее, такая, типа, простая задача должна быть. Ладно, давай-ка я попробую спросить. Так, после того, как суммирование завершено, добавьте строку для обновления текста Task Result Text. Убедитесь, что вы преобразуете сумму в строку перед тем, как присвоить ее текстовому полю. Ниже приведен адаптированный код с необходимыми изменениями. А? Так, подожди. А, подожди, вот все, типа цикл прошел, все это случилось. И потом все еще внутри функции summon range я... Окей. Это как будто бы, да, может работать. Да. Блин, как там будет сумма... Вряд ли будет работать, мне кажется, но с чем черт не шутит. Давай попробуем. 7.21. Ну слушай, ну слушай. Ага. 90. Не, вышло. Но пока еще не так, как мне нужно. Пока еще не так, как мне нужно. Как там было? Вот. Sum.toString. После завершения цикла итерации мы добавили строку которая обновляет текст отображаемых...
Так. Вот тут расскажи подробнее. Вот тустринг это как вот интересно работает. Ага, во-во-во. Сумму нужно вывести. Ну, со всеми цифрами как будто бы интереснее, не? Музыку поставить. Да, бесплатно. Но это в этом, в Телеграме. Пожалуйста.
Опа-ля-ха-муха. Грас одно задание зарешал. Спасибо. Ну, причем не то, чтобы просто зарешал, а сделал прям заебись. В том плане, что теперь ты сам задаешь диапазон, а не тот диапазон, который хардкодом введен. То есть я добавил интерактивности в это дерьмо. Ну да. Теперь идем дальше таким же образом. Ну вот с последним будет, походу, сложно. Постой. Сумма четных чисел задан массив. Напишите метод, параллелизующий подсчет суммы четных чисел. Ну да, со скриптами у меня трудно. Ну, я понял, да. Ну вот, по сути, это он. Вот массив. Ну, понял тебя. Gotcha, I got you, man. Perfect. Japan win. Animation.
каждый день, да, такое себе. А. Ну. Сейчас, погоди. Так, как будто бы это будет выглядеть примерно вот так.
Или это невозможно? Не, возможно, возможно. Не может быть, чтобы невозможно. Не удается неявно преобразовать тип int в int такой. Особенно C#. Так. Думаю. Но вообще как будто должно сработать. Ты не можешь весь список преобразовать, только отдельные его элементы. Ну-ка попробуй. Я спрошу его. Интересно, он поймет? А когда Хэллоуин? Завтра, послезавтра. String input, array input field. Так, string. Да. А, нихуя. Так, погоди. Сначала мы объявляем строчную
После создаем массив целых чисел. Так. Ага. И там в new int вот добавляем string array length. После преобразуем строки в числа for int string array length плюс. Ага, вот цикл пошел. Все, цикл пошел. Вот он берет сейчас вот этот вот массив, который мы задали с помощью всей этой темы. И вот. Вот. Сплит, вот new char. Вот таким он образом, вот с помощью этой строки он понимает, где у нас в массиве вот это вот. Ну, идет не новая строка, а вот новая тема, блядь. Ну, короче, ну, поняли. Как... Ну, блядь, ну, понятно, короче. Суки, дай подожди. Вот, цикл пошел. I равен нулю. I меньше string array. Тогда плюсуем. Пытаемся перезывать строку в целое число, если string out int number, во, потом array number, сохраняем число в массив, и дальше не удалось реализовать элемент. Int sum. Суммируем четные числа. Так, пошел первый цикл. Здесь return, если есть ошибка. Ну-ка, бля. Как будто должно прям хорошо сработать. Зима. Без дорог, без освещения. Нафиг оно надо? В открытой машине, куске железа. Чисто по компасу. Яришь куда-то зимой. Твой кореш со сломанной рукой, вот этот персонаж. Рядом с тобой сидит и такой: Андрюха, еба! Что за нахуй? Андрюха, еба. Андрюха!
Ебать! Это- Yes. Так. Условия абсолютно дикие. Подтверждение. Если где-то заглохнешь, тебя не найдут. Ты умрешь от обморожения. Вопрос нифига не простой. Но твой кореш со сломанной рукой, вот этот персонаж. Рядом с тобой сидит и такой: Андрюха, ебать! Блин, как будет правильно-то? Осторожно, двери зачиняются. Поважаныя пасажыры, у мэтах гарантавання вашай бяспекі, знаходзячыся на пляцоўцы прыпыначнага пункта, не выпальвайце сухую расліннасць. Не выпальвайце сухую расліннасць. Минтранс поздравляет вас и желает вам и вашим близким счастья, любви, успехов и благополучия. Станция молодежная. Тримайтеся за поручень. Так, и момент истины. Вас обслуговує республіканська психіатрична больниця. А, блин, мне в главном меню теперь надо это. Перестерагайте Я же сейчас, ну, точнее, одні стоит машина осторожних ввел. діянь у салоні автобуса. Диспетчерская станция «Радужная фантазия». Магазин «Химреактивы». Поважанные пассажиры, своечасово оплачивайте сухую раслинность. Можно набыть загодя на диспетчерских пунктах. Малиновка 1, Малиновка 2, Малиновка 3, Малиновка 4.
На нахуй! Нормально! Только я, конечно же, слегка зачитерил. Но... Малиновка 79. Нормально. Можно сейчас тут вот эту хуйню разобрать конкретно насчет массива. Не, ну я отчасти понимаю, что тут произошло вообще. Давайте прочитаем код. Тримайтесь за поручень. Так, потом еще надо будет каждую кнопку добавить такую. Так, да тут у нас произошло следующее. Разделяем введенную строку на отдельные элементы массива. Объявляем строку input, array input field text. Строка с массивом. String array. Присваиваем ему input, split, new char через запятую и пробел. Это Навальный и я в Или пробел. Я долго был богом либеральной тусовки России, но отсидка внесла свои коррективы. Да, вот здесь можно использовать запятую или пробел. Как разделить? Во. Дальше создаем массив всех чисел. Так, создаем массив целых чисел array и ему присваиваем так новый массив int, который будет задаваться на string array вот, через input field. И там, соответственно, ему и длина там будет задана. Дальше преобразуем строки в числа. For int I 0. Так, короче, цикл пошел. Ой, блядь, ты чё навел? Слава русскому оружию Джамбо, братья. Так, музон то спокойнее, да? Ща. Подберу. Так, под занятие концентрация. Давайте попробуем. Мне кажется, не засчитают так. Ты слишком усложнил. Никто просто не вводит массив одной строкой через запятую. Почему нет? Ну-ка, еще раз.
Ну-ка. Welcome! Мы это сделали. Цель по Джеймс, количеству спасибо за фолловеров фоллоу. 470. Достигнуто. Спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать. Бля. Косячно как-то вышло. Так, определение полей класса. Так, это... Ага, понятно. Метод summon array. Метод... получение ввода и его обработка. Так, кстати, тут мне надо это еще. Так, хорошо. Угу. Так, string input. Вот. Получает текст, который пользователь ввел array input field. Ага, понятно. String input. Разделение разделяется срока на массив срок, запятая, пробел, качество разделителя. String split options, remove empty entries. Отфильтровывает пустые элементы, если пользователь ввел лишние пробелы запятые. А нихуя себе. Вот это заебись. Создание массива целых чисел. Дальше у нас идет. Создается новый массив array для хранения целых чисел. Преобразование строк в целые числа. Так. В этом цикле код проходит по каждому элементу в string array. Int tryparse пытается преобразовать строку в целое число. Если преобразование проспешно, число сохраняется в массив array. Ошибка. Если не удалось преобразовать строку, метод обновляет текстовое поле сообщения об ошибке, завершает выполнение, возвращается из метода. Ебаный рот, кстати. Вот тут вот проблема может произойти из-за этого. Я не проверял этого. Бля, я уверен, она крашнется. Просто incorrect. Кайф. Так, сейчас.
Так, давайте-ка я сюда еще. И нет, тут надо написать назад. И цвет какой-нибудь. Угу. Я ты программист. Ля ты крыса. Погоду еще добавь. Сука. Сидит, бля, выебывается. Да. Так, ну. Все. Идем дальше, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Индекс первого прохождения, вхождение числа в массив. Так, напишите метод, реализующий поиск первого вхождения числа в массив, и выведите в консоль индекс или -1, если число не найдено. Ну нихуя. Так.
door. The Cartland door. The Cartland door. I'm serious. He's like an image of a glass man. You can't really see him. So we gonna roll with that. Ну, тут я вижу такую тему, что как будто бы мы сначала... Ну, тут как будто бы можно смело брать вот этот таск. Менять его. Так, индекс первого вхождения в массив. А что за задание? Типа, если число задано есть в массиве, вывести его индекс? Да, типа. Да. Да. Типа того. Даже не так, а скорее, знаешь, это как диалоговая система в старых текстовых квестах. Вводишь такой типа «Привет». И он такой тебе в ответ из массива достает: «Привет, блядь». Чё, сука? А ты ему: «Как дела?» А он такой: «Бывало и лучше. Чё тебе надо?» А ты ему пишешь: «Работа». А он такой: «Ты ищешь работу?» Так вот, слушай, у меня пропала собака. Найди собаку, дам тебе ошейник, который был на моей собаке. Ошейник? Да, ошейник. А зачем он мне? Продашь? Или оденешь?
В корейский квартал. Да. Скелетикса. Не, приносишь рамен. Что это? Это рамен. Но почему ты принес мне рамен? Потому что теперь это... Точнее, потому что ваша собака превратилась в него. И он такой, что ты хочешь сказать? О нет! Это действительно произошло? Все, недостаточно. Убей 5 корейских поваров. И ты получишь $5. Пять корейских поваров. Да, блин. А, в смысле, Twitch сломался у вас? Чё, когда grounded? А какого хуя у меня не работает Twitch, лол? Ну, блять, Рутони чат, он такой говна кусок. То работает, то нет, нахуй. Причем отваливается вообще, ну, на рандоме. Да. Так, для 3D принтера тоже скрипты есть, и от него зависит дальнейшая работа при считывании нарезанных моделей в слайсере. У меня прописано, чтобы сопло выдавливало пластик в самом начале в один заход, в одну полосу, а потом начиналась печать. Если удалить данные строки, то принтер сходу начнет печать. Также скриптами можно много изменять, особенно если твой принтер печатает от 2 и выше количества пластиков. То без скриптов профиля слайсера принтер просто не увидит, что у него заправлено больше. Ага. Я сегодня у чела забрал 3D. Детальки, только он, блядь, не те напечатал. Первую версию, а не второй, которую я просил. Но я ничего ему не сказал. Так тоже пойдет. Да. Это нормально. Ладно,
Так, сейчас вводим новый скрипт. First of occurrence. Нахуй. Удалил. Сек. Сейчас покажет. Сек. Min input. Array input field. Здесь number input field. Task 3 result text. Здесь будет... Там твои перцы в пустоши уже снорки дерут. Так, во-первых, блядь, нахуй. Без запуска игры, без запуска приложения, там ничего происходить не будет, блядь. Во-вторых, снорки это в сталкере. А я играю в Fallout, нахуй. Разъебан, бля. По фактам, нахуй. Так, такой кастом буду делать, крепление для вентиляторов. Хера там, блин. Раз, два, три, 4, 5, 6. И тут да еще. На видеокарте. А, нет, это чисто корпусные. 6 корпусных. Кастомные крепления. Пон-пон-потопон. Так выглядит лучше. Не, ну вот это я вот... Но без цикла как будто бы... Просто
погодите. Ща. Возьму это типа. Summon Array. Тут мне вот этот цикл нахуй не нужен. Или нужен? А нет, не нужен. Не нужен. А знаете почему? Потому что не нужен. Он просто не нужен. Ну да, 7 часов уже кодим получается. А что такого? У меня на корпусе 6 кулеров, на видюхе 2, на БП 1, на проце 2. Так. Не, ну Гудзон, скоро пойдем. Скоро это, ну типа завтра. Опять вот так засиделись. Я вот поэтому хочу сегодня практическую работу закончить, чтобы прям завтра, знаешь, тупо сесть и зачилить. Чередовать прикольно на самом деле. Я вот прям почувствовал, что мне вот надо поиграть, потому что я закончил практические задания и тому прочее, там, ну, уже типа заебись. Поэтому, да, хочется заслуженно прям конкретно сесть поиграть. Это что, первый день изучения C-Sharp? Нет. Скриптами конкретно начали заниматься. Ну, второй день вообще, если вот конкретно вот брать. Второй C-Sharp. А так до этого еще в школе программирования как бы учился, точнее учусь. Но просто я академ взял на 3 месяца. А там мы чистый C пишем. Вот. И задачи там я ебал дремал, конечно. Но я все равно их там очень плохо понимаю. И, ну, как бы прям понимание у меня супер в говне. Но вот со временем что-то как будто бы начинаю понимать потихоньку. Потихоньку. Ну так, потихоньку. Ну вот, например, сегодня вот ребята меня прям заставили правильно прочитать цикл. Который вот здесь вот происходил. Понимание, да, потихоньку есть. Что-то делаю, что-то понимаю. А вместе с нейросетью вообще хорошо идет. Нужно понимать просто каждую строчку. Это да. Без этого никак. Так, вот тут, в принципе, это все рабочая тема. Это мне надо. Угу. А, понял.
Так, вот array number. Вот. Короче, тут если введенные данные в input филде, получается, является числом интовым, вот вообще вот с этими правилами, то он сохраняется в массив. Вот. Но он становится типа number, и этот number, точнее, и к этому массиву присваивается, ну, короче, он сохраняется вот здесь, в массив. И дальше он здесь уже в массиве. Вот тут, короче, блин. Тут задача-то теперь другая. Вот мне не это надо. Бля. Так. Number input field text. Так. Int num convert точка number input field text. И дальше тут я такой, например, вот здесь, если array равен нам нахуй, так, не нам, а вам. Типа кусок кода закидываешь, спрашиваешь, для чего это. Да, и типа распиши подробно, почему ты это добавил, почему это вот и так далее. Вот тут он, например, мне вот массивы закинул. Блин. По идее можно вообще типа, ну, конкретно прям нормально у него спросить. Если закидывать ему не весь код, а построчно он прям тебе заебись расскажет. Типа вплоть до этого символа, короче, конкретно. Если array так, вот это вот мне как будто бы не надо. Или надо, погоди. Погоди. Почему не надо, да? Надо как будто бы.
А. Не, я что-то это перемудрил тут. Да, все правильно. Не, я что-то вообще хуйню сделал. Вот тут надо вот так вот добавить. По-человечески. Он же по циклу проверяет весь этот массив. Правильно? Правильно. Он такой типа смотрит, цифра ли это и по этому правилу ли все там сделано. Да, все правильно. И он такой типа окей. Он типа тык-тык-тык смотрит так вот по циклу, он проверка. Тик-тик-тик-тик-тик, пошла, все хорошо. Все тип-топ. Все прекрасно. Да. Вот тут просто меняю я. Вот int сам равняется нулю. И дальше я такой array нам. И потом сам. Если array I равняется нам, то к саму прибавляем нам. И дальше индекс нам. Как там было? Так, наверное. И все. Как будто бы должно работать. Так, и тут мы назовем его... Occurrence array. Похуй. Назову так. Погоди, немного не так, подожди. Так, если он есть... Так, да? If... Па-па-пам. И тут надо добавить... Else. Не найден.
Так. Task result. Array input field. Number input field. Окей, дальше смотрю на кнопочку. На эту попочку. Выбираю Occurrence in Array. Все. Смотрим. Так, массив вводим. Погоди, а вывод, блядь, может не получится. А может получится. Сейчас, подожди. Но чувствую, что не получится. А, я кнопку нету. Сейчас. Так, херня какая-то получилась. Но я как будто бы был близок. А, подожди, вот. Или что это? Так, там стало 60... А, подожди. Погоди. Так, введем-ка 34. Стало 68. Типа 2, да, получается? Он просто... А, нет, погоди, что? Он просто... Типа null показывает, типа нету. Так, погоди-ка. Так, стоп. Ща.
Так. Удаление суммирования берите переменную сам, так как мы будем возвращать индекс, а не сумму чисел. Логика поиска вместо цикла, который использует сам. Мы используем новый цикл, чтобы проверить, есть ли первое вхождение числа. И если да, сразу возвратим его индекс. Вывод результата, если число найдено, выводим его индекс. В противном случае выводим -1. Так, перемена для хранения индекса первого вхождения int индекс -1, поиск первого вхождения числа for равняется нам, так, индекс, сохраняем индекс первого вхождения, потом с брейком. Удаление переменной сам это избыточно, поскольку нам не нужно суммировать числа, мы должны просто находить индекс. Используем переменной индекс, мы создали переменную индекс, инициализированную значение -1, что указывает на то, что число еще не было найдено. Если число найдено, мы сохраняем его индекс и выходим из цикла с помощью break для повышения производительности. Не продолжаем лишние итерации. Логика поиска. В цикле мы проверяем каждый элемент массива. При первом совпадении мы сохраняем текущий индекс в переменной индекс. И выходим из цикла. Это уже дает нам индекс первого вхождения. Проверка результата. После завершения поиска мы проверяем значение индекса. Если оно все еще равно -1, значит число не было найдено. И мы выводим соответствующее сообщение. В противном случае выводим индекс найденного числа. Результаты. Теперь если пользователь введет массив, например, 1, 2, 3, 4, 2 или число 2, программа найдет первое вхождение 2, которое находится на индексе 1, и выведет 1. Если же число не найдено, например, если ввести 5, программа выведет индекс входа массив не найден. Таким образом, внесенное изменение обеспечено. Окей. Индекс входа массив 3. Индекс в массиве 0, 1, 2, 3. Понял. Так, допустим, 55. Индекс входа массив не найден. 1 не найден. Вот 26, к примеру. Индекс входа массив 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. Так и есть.
Угу. Так, а тут чё, кого? Сортировка выбором. Задание не обязательно повышенной сложности. Требуется ассоциативное изучение, что нужно сделать. Реализуйте метод сортировки массива методом выбора алгоритм. На каждой итерации последовательности не отрисованных данных выбирается минимальный элемент и помещается в первую позицию. Нет сортирован по последовательности, вы увидите консоль исходный массив. А, бля. Прикольно. Может быть как устойчивый, так и неустойчивый алгоритм сортировки. На массиве из n элементов имеет время выполнения в худшем, среднем и лучшем случае о n в квадрате. Омега n квадрат. Это омега, да? Ах, не знаю. Предполагаю, что сравнение делается за постоянное время. Почему такая реализация неустойчива? Так. Сейчас мне жесткую пояснительную бригаду. Угу. Так. Хорошо, давайте шаг за шагом разберем алгоритм сортировки выбором Selection Sort, описанный в вашем коде. Начнем с общего понимания того, что делает этот алгоритм, а затем перейдем к разбору кода строчка за строчкой. Общее понимание. Сортировка выбором — это простой алгоритм сортировки, который работает следующим образом. Находим наименьший элемент в неотсортированной части списка, обмениваем его с
первым элементом этой части списка, уменьшаем неотсортированную часть списка и повторяем процесс до тех пор, пока весь список не будет отсортирован. Ага. Этот алгоритм нестабильный, то есть элементы с одинаковыми значениями могут менять свои позиции в результате сортировки. Он также имеет время выполнения O(n)(2) в квадрате, что означает, что время, необходимое для сортировки, растет пропорционально квадрату количества элементов в списке. Разборку. Теперь разберем ваш код подсрочно. Так, ну давай сразу. Как он там называется? Selection of sort. Так, и чтобы оно было чисто перед глазами. Так. Public static. Public static означает, что метод доступен из других классов и принадлежит самому классу. Статичный, а не его экземпляру. Ага. Понял. Так, list T — это интерфейс, который представляет собой список элементов T. Это обобщенный тип, который мы можем заменить конкретным типом. Например, int, string и так далее. При вызове метода. Where T. Так, сейчас, подождите, я подойду. Ненадолго отойду.
Я так пролистал эту всю тему, пока, ну, был в уборной. И... Короче, полезная штука, как функция вообще в принципе в игре. Ну, типа отсортировать инвентарь, там вся херня, вот в этом духе. Она, короче, очень такая полезная штука. Но ёбаный рот. Тут реально прям надо просто жестко сидеть, печатать. Какой китайский мудрость вы можете поведать этому путнику? Тулен. Привет, здравствуй. Какой китайскую мудрость? Не, китайских мудростей не знаю, разве что могу поделиться мудростью своей, которой у меня на самом же деле нет. Хвалятся о том, что они мудрые люди, которые глупы скорее всего. Ну я хз, но пишут, наверное. Ну а как сорт работает вообще в принципе? Ну вот вы говорите, вот просто есть сорт. Тупо пишешь сорт. И что он отсортирует, типа? Массив? То есть я могу, ну, это по сути как хардкод. То есть я вообще реально могу от него отказаться и типа все просто одним этим сраным сортом все будет работать. То есть не знаю. Ни разу не писал. Чё хочешь? Ну, тогда, может, он мне реально нахер не нужен, и мы, по сути, закончили практическую работу. Знать надо примерно. Любят его задавать. На практике хз зачем? Ну, видимо, да, реально, просто для понимания того, как сортировка в принципе работает, видимо. Просто, чтобы ты понимал, что у тебя тут под капотом этого самого сорта просто есть. А, так тебя Тюлень зовут. Ё-моё, Тюлень. Сказал. Ну давай. Тогда. Посмотрим, какой шаблон у него вообще в принципе. Так. Ага. Короче, также массив берет. Слушайте, это, конечно, любопытно. Что капец.
Так. Как же жестко хочется положить болт на этот сорт и, знаешь что, скормить его просто этому нейронке. Я уверен, он его вообще изи напишет. Но чисто для понимания того, что это такое в принципе, мне вот это вот все конспектировать надо. Просто вот реально надо сесть, как я вот сейчас сижу, и писать. Ебать. Ладно. Не, знаешь что, пизду. Да нахуй нужно вообще реально. Ну типа, тут даже написано, типа вот алгоритм сортировки выбора может быть труден для понимания из-за своей высокой временной сложности и неэффективности для больших объемов данных. Но это простой и наглядный пример алгоритма сортировки. Понимание каждой строки кода помогает вам увидеть, как выполняется данный алгоритм на практике до 10. Ну блин, в принципе, да, я не знаю. Не, ну смотреть, как он прикольно все объясняет, но писать это все ебанешься реально. Ну не то, что ебанешься, мне просто час ночи, час 22, поэтому ебанусь я на данный момент. Но утром, завтра, к примеру, вообще не страдаю. Написал бы изи. Так что я такой сейчас думаю, что надо принять волевое. Такое вот волевое решение. Отказаться. От данной затеи.
Вот это сейчас было странно. Ну ладно. Смотри-ка, он порядок другой. Массивы-то разные, оказывается. Да. Ну прикольно, что он запоминается. Окей. Ладно. Ладно. Так, по традиции практически. Вот так вот. Здорово, такой типа. Ребят. Все. Отправлено. Окей. Что дальше у нас будет? Ёб твою мать. Так, работа со временем в Unity. Работа со временем. Блин, наконец мы приближаемся к созданию какой-то игры. Наконец-таки. Что-то вот приближается. Так. Блять. Объемная работа завтра. Не, хотя это на послезавтра скорее. Это скорее на послезавтра. Завтра Fallout поиграем. Завтра Fallout поиграем. Ну что, давайте видосик какой-нибудь глянем. Почилим. Ладно, ну-ка. Еще раз. Дайте.
подведем итог сегодняшнего дня. Угу. Вот, практическая работа 5-7. Выполнили. Пук. Пук. Тук. Сумма четных чисел в этом диапазоне 98. Если смотреть по консоли, то все правильно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Окей. Дальше идем. Массивы. Здесь ведем массив. Поймать, это не массив, это работа. Ага. Двести 14. Три. Угу. Все правильно. Так, еще раз. Это у нас практическая работа 5,7. Сперва здесь вводим четные числа по заданному диапазону, то есть от 7 до 21. И у нас выйдет 98. Это вот нажали. Можем даже также другие какие-то числа ввести. Тогда у нас будет вот 120. Вот 98, 120, да. Здесь массив, сумма четных чисел в заданном массиве. Вот. Смотрим. Ага. Вот. Дальше индекс первого вхождения в числа в массив. То есть мы вводим 34, и он по индексу входа в массив идет 0, 1, 2, 3. Вот он. Если введем, к примеру, 15, то он 6. Если введем несуществующее число, то индекс входа в массив не найден. Все, работа выполнена. Ага. Вот так вот. Ёпта. Бля, вы говорили про Grounded, и вот она. Жестко нас подслушивают, конечно. Гуглы эти. Случилось так, что меня уменьшили, примерно до размеров букашки. Но благо, что я не один, и со мной два кентаврика. Умник Пит и Крейзи Бикса Уиллоу. Оказались мы на заднем, типично американском дворе, без малейшего понимания, что творится вокруг. И наша задача, как минимум, не испустить дух, как максимум этот дух преисполнить, за счет преодоления бесконечных испытаний этого микромира, и найти способ разуменьшить себя до исходных размеров. Удивившись невероятному контрасту масштабов, мы компенсировали свое чувство подавленности за счет первого попавшегося жука, комичность носа которого не имела никакой связи с причиной нападения на него. Определенно. Инстинктивно собрав немного пола с мусора, обнаружили мы какую-то хай-тек палатку, внутри которой, как выяснилось, мы смогли проанализировать все то, что успело попасть в наши цепкие лапы. Сразу после этого в мое поле зрения попал муравей, и вскликнув «Смотри, он несет что-то, гад!», несчастный сыграл в спичечный коробок. А давай! Анализ лапки которого дал понять, что это далеко не последняя наша жертва. Далее наше детское любопытство привело нас прямо к коробке мятных конфеток, которые, к сожалению, добыть у нас пока не получилось. Рядом с коробочкой конфет нашлась коробочка странных технологий, которая оказалась увеличителем. Но, как ни странно, она была обделена состоянием работоспособности. Пускай так.
Слезав росинку с травинки, наша детская доброта сподвигла нас на избиение камнями во всем виноватых жуков. В том, что мы маленькие, в том, что наш двор засран. Поди под гнетом человека. Наконец, сотворив себе инструменты, я спросил Пита. Умник, что скажешь? Да, походу прикольная игра. Так. Мы сделали cozy game in one month. За 1 месяц играем. Devlog. In this video, I'm going to take you on a game dev journey. I'll share a day of indie game development and give you a sneak peek at our progress so far. I hope you enjoy. So we need to rewind the clock a little bit. I've been working on my game Samurado for quite some time now, and some really awesome progress has been made. But my list of things to do to get that game finished is still quite long, and it's a ways out yet before it releases. Now, back at the end of the summer, Nikki and I hosted our very first game jam. We had a blast, and our little game Cropolution came in third in the jam. And we had so much momentum coming out of that jam, we figured, what if we just spend a couple of weeks fleshing out this game and actually release it on Steam, get a game out there, and then get back to Samurado. So that's exactly what we're doing. The game is already 90% of the way done. There's just a few more systems to be added into the game before I start polishing and bug fixing before the final release. So the main idea for Cropolution in the Jam version was you purchase seeds, plant, grow, and harvest them so that you can sell them for more money to buy more seeds until you have enough fruit to evolve your crops and unlock a new seed that you can use, which you then sell for more money and has a higher resistance to the swarm that comes by once a day. Now, I already found that game loop to be satisfying and a little addicting, but the game lacked stuff to do outside of growing crops. So the idea was to add 2 more pillars to the game loop. We'll have crops and bugs and fish. It's the same idea for all 3. Collect enough and you can unlock a new type of plant, fish, or bug. Now with the bugs and fish, you can catch them around the island rather than just purchasing them. So initially, when you run around the island, there's only level 1 bugs, for example. But if we collect enough, we can then get one of these guys and then release him into the wild. And now I can find him around the island as well. So after the jam was over, the first thing that I tackled with Cropolution was a save system. My daughter played the game and kind of rage quit when she got distracted and lost a lot of her crops, so I didn't want that to happen to anyone again. And next I buffed up the inventory system. The jam version just had this bar down here and you couldn't even move or swap items around. It was really basic. So I added the ability to do that, as well as these chests for some extra storage space. I fixed a lot of bugs and added some quality of life improvements. No more hand cramps because you can actually hold down the buy or sell buttons instead of individual clicks dozens of times. I changed the player and then added in the bugs and the fish and all of the systems needed to make that work, which brings us to today. And actually, before I get started, I just have one final thing to add from what I was working on yesterday. And okay, I'll probably get rid of the screens because that'll get annoying really quick. Anyways, today my goal is to up the visual variety of the game by adding in a weather system. Currently there's a day-night cycle which gives you some variety, but that is it. So with that, I got started. So inevitably, whenever I work on things like this, I always end up adding a second camera set to perspective so that I can actually have some parallax effects with particles. So that's where I started, just some nice dust floating around. Some of them have little trails because Ocarina of Time had particles like that and I really liked it. But this is just background ambient particles. Now it was time to actually crank out some code for the weather system itself. So I got the basics done in there and I needed another particle system to test it out with. And this is the part of the day that I got stuck on for almost 2 hours. So my problem was I just wanted to have some little cloud shadows roll by. It's very, very simple, except for the fact that the freaking alphas blend together when they're stacked and it looks really stupid. And I'm okay with making shaders, but despite my best efforts, I was not able to do this on my own.
So 2 hours went by and I was literally moments away from giving up on this and just working on something else when I came across an article that suggested I can use the baked in default UI material. So I tried that, changed a couple of numbers, checked the alpha clipping box, and that was really, really close. So I did modify the UI shader just to give me some finer control with the alpha clipping, and just like that, it was working Wow. beautifully. And after that, my test went really well. The weather system chooses a random weather pattern at a certain time of day. You can see some nice little clouds Красиво. popping in, and they work with the fast forward controls as well. Okay, so next, while it's not technically weather, I want the ability to have certain particles play only at nighttime as well, because I wanted to add some fireflies that have a chance of spawning in. So we just add in some effects here, set the chance of them spawning in, and now sometimes those will actually play at nighttime, but not every single day. So with that, the basic system has all of the functionality that I want. So now I just need to actually add in some more weather into the game. So next I worked on some fog, and this one is quite nice. I've learned a few new tricks since the last time I made fog. This is purely shader based. It's just a square that's attached to the camera like this, and we have lots of control over how the fog looks. Plus, when the fog rolls in, I lerp the saturation down just slightly to give it more of a gray day vibe. Alright, next. The whole reason I started the weather system in the first place was for rain. Keeping your crops watered in this game is a fair bit of work, and while I have added things like sprinklers into the game, don't worry, this is just placeholder art by the way, I still wanted there to be occasional days where watering was completely automated. So, rain, naturally. Now, the particles themselves were fairly easy to make. You've got your raindrops coming down, and there's a small chance of having these little water splashes and ripples on the ground as well. The direction that the rain falls is actually within this range here, and it's chosen at random each time it starts. So here's one, and here's another one. So it's different every time, which I think is really cool. Now, the lighting with my day-night cycle is all handled through gradients, but I wanted that toned down on rainy days, so that gets swapped out with this much more dull one, and I decrease the saturation even more on rainy days, which is pretty noticeable when it actually starts up. Oh, and also, yes, it does wet any dirt that you've dug up. And now finally, I wanted a windy day as well. So for this one, we've just got little wind particles, some loop around, some don't, and there's some leaves that float around as well. What I like about this is I recently discovered global shader properties, which until recently I had never heard of. And this made it very easy to increase the wind intensity on my trees when the windy day weather starts up, which I think is really cool. And it all takes care of itself now. Так, ладненько. Пойду-ка я, пожалуй, отдыхать. Спать. Ну, потом еще я, скорее всего, не сразу лягу спать. Попробую. Что-то я прям вообще захотел жестко на ночь оставить мясо мариноваться. Сейчас этим буду, скорее всего, заниматься. Замариную куриное мясо. Его разложу по пакетикам сортировочным. И завтра или послезавтра приготовлю их, скушаю. Ты сейчас ищешь игры, которые соло-разраб делал? Ну, не обязательно. Просто смотрю вообще, в принципе, что вообще сделано за короткое время или типа того. Да и вообще просто видосы любые смотрю. Вообще, что есть интересного. Fear and Hunger перенесли в Майнкрафт. Dark Tide стал
Реиграбельно. Вот уже почти как 2 года назад вышла одна из, на мой взгляд, лучших игр по вселенной Warhammer 40 тысяч — Darktide. По сути своей, Darktide — это тот же Vermintide, но с большим упором на ганплей и в другом сеттинге. Однако лично мне он всегда нравился куда больше того же Вермина, что стилистически, что геймплейно. На самом деле не то чтобы прям лютый фанат Сороковника, но мне нравится местами этот сеттинг, я знаком с Вором и читал даже пару книг. Поэтому, когда эту игру только анонснули и показали первые трейлеры, то лично я был в предвкушении, потому как эта игра была кооперативным шутером, так еще и в интересной для меня вселенной и стилистике. Однако эта игра на старте представляла собой достаточно недоделанный и, можно в какой-то степени сказать, сырой продукт, и нахватала много отрицательных отзывов. Конечно, она не сравнится с той же No More Roman Hell 2 по степени недоработки, о которой я делал свой прошлый видос. Гляньте, если еще не смотрели. Даже я со своей компанией товарищей играл в нее и частенько подмечал многочисленные негативные моменты, а в конечном счете и вовсе дропнул ее на очень долгий срок. Но наблюдать за прогрессом Сетевому кодингу скорее да. Это одна из основных причин, почему я дропнул Godot. Там сетевой код развития я полная не бросил, хуета. и как минимум читал А на патч-ноуты, глядел Unity трейлеры, можно и все в этом духе. развернуться. И вот к релизу апдейта Unlock and Loaded я все же собрался с мыслями и вновь вернулся в игру после очень продолжительного отсутствия. И, надо сказать, я был приятно удивлен, ведь я увидел в мониторе ту игру, Но сначала синглплеерный какой-нибудь проект реализуем, а потом видно будет. Может быть, я просто к готовому продукту подкручу сетевой код какой-нибудь, и он станет мультиплеерным резко. Посмотрим. должна была быть со старта. Но не будем забегать вперед и начнем разбираться по порядку. Наливайте себе стакан чая, присаживайтесь поудобнее, и мы начнем наш разговор о Warhammer 40 тысяч Darktide. И уже был в предвкушении, что смогу наконец потрогать это стильное чудо. И, честно говоря, попервой восторг от игры был просто неописуем. Все, начиная от визуала, геймплея и, самое главное, саунд-дизайна и остов из игры. В этот раз я буду использовать музыку именно из Darktide, может, оставлю название в описании, если не заленюсь. Все это просто сносило крышу. Глаза закрывались на всякие мелкие баги и недоработки, но этот эффект продлился недолго. Чем дольше я играл, тем больше внимания начал обращать на недоработку самого концепта игры. Конечно, уже на тот момент было понятно, что игра будет существовать по новомодной концепции с ее поддержкой контентными обновлениями, но осознание этого не особо скрашивает в вашу сторону. Да и в целом, как кооперативная игра, отрабатывает Darktide на ура. У вас тут может и не так много вариантов взаимодействия, но лечить друг друга, делиться патронами и спасать от врагов вы можете, ровно как и таскать для товарищей нужные ящики. Подведем итог. Darktide — это тот случай, когда по прошествии времени игра действительно становится лучше. Разработчики довели ее до ума, и сейчас, на мой взгляд, самое время в нее вернуться или попробовать в первый раз. Поверьте, геймплей и местная атмосфера не оставят вас равнодушными, и, на мой взгляд, как минимум на пару недель в ней точно сейчас можно застрять, а то и больше, если играть порционно, а не взахлеб. Ну и тем более на нее частенько выходят скидки, так что можете просто дождаться очередной распродажи. Она у меня есть. И взять. Можно будет заценить реально. Мне понравилось поначалу играть. Там. Я почему-то не особо сильно обращаю на всякие разные такие, типа, моменты именно с багами и там прочее. Если они, конечно, не супер критичные, не полный пиздец, который конкретно ломает игру. Так. Блин, прикольно стало, когда я убрал эти, как его, шорты. Оказывается, просто есть плашка. Вот по типу такой, на шортах. Нажимаешь скрыть, и они пропадают на 30 дней или типа того. Вот эти шорты бывают вообще ебанутые, ну серьезно. Отбитые нахуй вообще.
слова всегда звучат как дикий бред. А я люблю таких, как ты, странных и смешных. Давай поговорим, ты только не молчи. Придуши меня словами, я так люблю твой бред. Это только между нами, будто бы даркнет. Заряди меня огнями, дай мне яркий свет. Так люблю твой бред, я так люблю твой бред. Придуши меня словами, так люблю твой бред. Это только между нами, будто бы даркнет. Заряди меня огнями, дай мне яркий свет. Так люблю твой бред, я так люблю твой бред. Ты заводишь тему, заводишь и меня. Задушные Вот это беседы, прикольная я тема. многое отдам. Тебя никто не понимает, только я пойму. Хоть ты и говоришь всегда отбитую брехню. Ты заводишь тему, заводишь и меня. Задушные беседы, я многое отдам. Тебя никто не понимает, только я пойму. Хоть ты и говоришь всегда отбитую брехню. Придуши меня словами, так люблю твой бред. Это только между нами, будто бы даркнет. Заряди меня. Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам об очень интересном представителе семейства кошачьих, который способен выживать в буквально адских Котейка. условиях. Он является самым маленьким среди своих диких братьев и обитает в засушливых пустынных районах. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на барханного кота. Не забудьте оценить это видео лайком, если вам нравятся редкие кошки, а мы уже начинаем. Знакомьтесь, это совсем не соседский кот Барсик, а умелый пустынный охотник и настоящая гроза змей. Слаппинг По Йода совместительству смотрел? это еще Да. самый маленький представитель диких кошек. Барханный, он же песчаный, он же пустынный кот, который никогда не вырастает выше 30 сантиметров и тяжелее 3,5 килограммов. А длина тела вместе с хвостом не превышает 90 сантиметров. Пиздюк. Но это не мешает ему быть настоящим красавчиком. Впрочем, как и другие представители этого семейства. Большая, слегка сплюснутая Привет, голова, Рэббл. которой он отдаленно Кстати, кошка — это напоминает грязный и манула, безотказный и прием очень для успеха длинные любой усы. игры. А эти низкопосаженные Грязно. пушистые ушки и огромные желтые глаза делают эту кошку потрясающе красивой. Латинское название такого кота тоже просто обязано быть красивым. Фелис маргарита. Именно Маргарита. такое название у этих красавчиков. Ой, Им коты обязаны французскому генералу Жану Агюсту Маргериту, который в 1858 году во время экспедиции в Сахару обнаружил это удивительное создание. Наш герой выбрал для своего проживания не самые комфортные условия и поселился в раскаленных пустынях. Встретить его можно в Сахаре, на Аравийском полуострове и в Центральной Азии, где обитают свои подвиды барханных котов. Но названия у них очень сложные, поэтому не будем заострять на них внимание. Скажу только, что всего существует 6 подвидов этой дикой кошки. Выживать в таких условиях непросто, но наш герой По-любому отлично их пытаются приспособился к домашнить. этому. Песчаный липо-светло-серый Всякие богачи, окрас типа. позволяет максимально сливаться с местностью и быть незаметным как днем, так и ночью. Причем Правда, не окрас понимаю, меняется нахуя. вместе с ареалом обитания животного. Шерсть кота очень густая и плотная. Она согревает своего хозяина по ночам, когда в пустыне становится холодно. А днем она не позволяет драгоценной влаге испаряться с тела животного. Но как же кот передвигается по песку? Ведь он может раскаляться до 80 градусов. Оказывается, и тут шерсть приходит на помощь, ведь она полностью покрывает лапки животного, исключая прямой контакт кожи с песком. Плюс ко всему, она увеличивает опорную поверхность, распределяя вес кота и позволяя путешествовать по зыбким поверхностям. А кроме того, такие мохнатые лапы позволяют передвигаться абсолютно бесшумно и практически не оставляют следов. Такие большие уши тоже просто обязаны быть очень функциональными.
У кошки превосходный слух, и ни одно животное не проскользнет незамеченным, а благодаря низкой посадке в них попадает меньше песка. И кроме того, они играют важную роль в терморегуляции животного, ведь уши пронизаны сотнями мелких сосудов и не позволяют коту перегреваться. Хотя, конечно, Давай спокойной ночи, Фрид. Давай. It's Halloween, guys, one of the best times of the year, so we invited 6 incredible game developers and challenged them to make a horror game but with zero communication. Yoda slap. 2 years ago, this led to these sensitive. I gotta be honest with you, I never really liked Star Wars. Oh, yes, you do. You love the Phantom Menace, don't you, Howard? Okay, no, that's like the second Yes, worst you one. do. The only one that's worse is the one where you flip around in CG like a... That one's better. No, Yoda. It's better when Oh my, it's so much worse. We should never see Ninja Yoda. Yoda's better. That's what you get. One where you flip around in CG like a... That one's better. No, Yoda. It's better when Oh my, it's so much worse. We should never see Ninja Yoda. Yoda's better. Прикольно, так получилось. Much worse. We should never see Ninja Yoda. Yoda's better. Да. Вот это актерская игра. It's a big fiasco. A year ago, we created a spooky stealth submarine game. And this year, oh boy, this year, we cooked up something even more special. But before we dive straight into this project, we wanted to thank Zenva for sponsoring this video. The free how they can But so far the only ones to come out of these challenges both looked surprisingly alike. I want to not make this one look like those again, so I reckon 3D is the way to do it. I'm also not a 3D guy at all, so, you know, stretching cubes, right? I know how to do that. If you walk up to any of these windows, you can look outside. Now I want the freaky creepos to kind of slowly start walking up to the cabin. I'm not even going that fast, but it's me coming from darkness, like staring at you directly. Like, I'm coming for you, dude. What are you gonna do? I took some screenshots of a rifle model I do not own at different angles. I made a swaying effect and combined it with the sprite changing into different angles of the gun, and I think it's a pretty neat little effect that gives the game at least a little hint of an art style to begin with. Now I'll tell you a secret, it's not me walking towards the cabin in the game, you know, it's the forest itself. Demonic forms of forest creatures, lost spirits of mass self-endings that happen in the forest, you know, that sort of stuff. Now I got myself a sketchbook a few months ago, originally to practice drawing, but it just kind of turned into me drawing monsters, because I like drawing monsters. I reckon we can get some designs from here. See, Hand Invasion doesn't really fit these thingy gobas. A little too goofy looking, but this crow monster could fit really well. It's got human teeth. I don't know, it looked cool when Rug did it, I guess. Here he is, coming at us, and if I aim my gun at him, he goes ballistic. Full sprint. Honestly, same. I'd probably do the same. I start running as well. Now, to get another guy in here, a pretty standard enemy. Not the funny octopus. I'll take inspiration from this guy. Though I don't want to directly copy it either, so here he is. There he is. So, managing this cabin is pretty cool. I can imagine there's going to be some sort of... See, this guy, he doesn't really jump scare you. That's cringe. There's no stupid loud sound, but him being there so close to you, staring at you all of a sudden, open windows. Sorry, you need to leave us alone right now. It doesn't make you jump, but it makes you shiver. This guy has a 2% chance of showing up when you look out a window. If you try to shoot him, he'll snap your neck. Or, well, he kind of passionately kisses you right now. Hopefully some other dev can change that. What you need to actually do when he's here is, you know, just don't shoot.
and he'll leave again. The last thing I wanted to add was an enemy that only moves when you're not looking. I really like the look of this guy for an enemy like that. It just feels perfect, but he doesn't really fit the theme of the game at all. So I figured I'd take his mask and stick it on a tree. This way, it's a being that sort of camouflages itself among the trees, stopping any sort of movement when it's watched. You'll really have to take your time to see if you can spot it hiding, but, you know, not too much time because there are other windows to keep watch on. Anyways, that's it for me. I think the concept is pretty cool, and hopefully the other devs can turn it into something лет разрабатывал good. If you Катану. like my little section here, I Не, make videos Катан on Zero, Minecraft конечно, way знаю. longer, and my game in Cave Runner just released on Steam. Enough ads reads for Давно me. Let's хочу в just throw the нее project to the next guy. Here we go. пройти. Let's have a look at how I took the game from this Но to все this время in just a отвлекаюсь. few hours. О, Hi, my name's Ira. Симпатично. I'm a game design master student Вот from этот Finland. чел When I first got the game, I felt the могёт. concept was kind of solid. Because I was kind of busy with school this week and some other time-consuming activities, I could only put in a few hours. So I was thinking, what could I do to get the most bang for my buck? And I thought the environment is sort of set. It's quite clearly a cabin, so I'm gonna make it like a spooky cabin. I made some furniture, like chairs and a table. I tried to get some spooky lighting going. I felt like I could use some environmental storytelling to justify why the main character has his door open. So I tried to make it look like he's tried to board shut all the windows, but Мне everything has нравится been broken подобные. in and the door has been kicked down. I added some pictures and props around the walls. Excellent. Considering I had only a few hours to work on this, I spent way too much time making this fake newspaper that is just like placed in the background. I also thought that it was kind of weird that you can only reload when you're looking out the window, so I made this ammo box prop and placed it on the table, so I thought that hopefully somebody will take the hint and make it so that you can only reload at this table. I like to put some Easter eggs of my son into all my games, so here's a picture of us playing in a sandbox, and that's everything I got done. I have absolutely nothing on Steam, so you can't А wish про list Славу anything if you Грис wanted to, слышал? but here's my YouTube Он, and кажется, 3 игры выпустил. Слава Грис? Hey, Нет. I'm Zotlin. I'm the developer behind a game called Grapples Galore. When I first opened the Unity project, there were a couple changes I wanted. Погоди-ка. Я вот что вспомнил. У нас же тут... Weekdays. Вот эту вот игру один из наших зрителей сделал Ренат. Вот, заходил сегодня. Это его игра, насколько я понимаю. Бабзора. Любопытно. Да. А чё за Слава Грис? Wanted to make. I started by creating a player model to replace this yellow cube. I made the player a little ghost with a rifle, partially because I thought it would make for a fun design, but also I didn't want to have to rig and animate a whole player model. I did give the ghost a little floating animation though. I also made a few subtle lighting changes to make the character pop out a bit more. Next, I updated the UI a bit so it matches the tone of the game more. Then I created some ambient music to make the game a little spookier. Прикольно. I didn't like the current reload system, so I made it so you have to actually go to this table with bullets to reload. I feel like this makes the game a little bit more stressful, which makes for a more exciting gameplay loop. There's definitely more I'd like to do, but I'm pretty tight on time because of Grapples Galore development and preparing for the release of my next game, Gunfrog. For those who watched the last Blackthorn Prod competition video, Gunfrog should be releasing within the next month, so be sure to wishlist the game on Steam if you haven't already.
I'm looking forward to seeing what the next developer adds. Bye. I began by turning down the render resolution and applying more of a lo-fi, old-school horror kind of aesthetic with a gloomy look because I think in a horror genre, the player should be filling in the gaps with their imagination, and that's the look I went for here. By the way, go ahead and wishlist Black Dragon Mage on Steam if you like mining for resources, flying a dragon, battling ancient pyramids, giant skeletons, and punching skeletons in the face. Please go ahead. Black Dragon Mage, download the demo today, wishlist the game. Back in the project I saw that there was already a shader kind of doing stuff with fog in the background, but it didn't quite work for me. Whoa, trippy. So the idea is that we take the camera position, the object position, and then we fade in the enemy with a glowing kind of mask overlay to give it a spooky outline. Besides working on the look, I also added a bunch of UX features such as feedback and sound when the cabin gets hit, switching the control scheme to be much simpler, just button E to enter and exit, adding a sound for when enemies are spawned in so you could tell how much danger was approaching you, as well as setting up a waypoint system with Dutween-based lerping for when enemies would approach from behind those trees and the darkness, with differing and randomized procedural approaches. Last but not least, I went in and added a little Easter egg, as every good developer should do. Here's a really cursed version of Pikachu, which you might recognize from other episodes of Past the Project. Hey, I'm Ferris. You may remember me from this. I'm very sorry. Hopefully this time I can make it right. The first major thing I noticed was that the movement was really buggy. I kept going in circles and wasn't able to play the game properly. The issue turned out to have to do with my frame rate not being in sync with the movement. So I made it frame rate independent and that solved the issue. Then I moved on to the enemy system. I kept moving from window to window and only sometimes I'd catch the enemy in time. There was no real way to tell where I was being attacked from, and it seemed like I was being attacked from every angle. To fix this, I set up an enemy spawning system that made sure enemies didn't overlap one another too much. And I made it so that the candle next to the window would flicker yellow when an enemy was coming towards it. There was also no way to tell whether you were hitting an enemy or not. I fixed that by adding hit markers and a little hit sound when an enemy was shot. Additionally, enemy eyes would glow red when you hovered over them. Then I added a HUD to indicate the health, the ammo, and the points. The point system was simple. You would gain points whenever you hit or killed an enemy. To make the points more meaningful, I added an upgrade shop to the reload station. There, you could buy a run ability, movement upgrade, and ammo upgrade. I was gonna add a few mystery weapons, but I was running out of time. So I left a couple unknowns for the next dev. Finally, I made it so your total score was shown when you hit game over and fixed the reset button. Then, it was time to send it off. Also, if you like creature collectors, or roguelikes, or just incredibly amazing, well thought out games, you should wishlist Knickknacks on Steam, like, right now. Okay, bye. Hey, I'm Ethan Crits. I'm currently working on a co-op action adventure game set in Norse mythology, so if that sounds cool, be sure to check out my channel. When I got the project, the game loop was pretty much down, and it was looking great, so my goal for the game was to build upon it, adding more content and direction. My first thought was adding barricades, similar to those in COD Zombies, and these can be bought at the shop and protect the cabin from an attack. If broken, they can be repaired at a cheaper price, and if neglected, they will be destroyed. I then decided that the outside environments needed sprucing up a bit, as it was quite dark, so I found this forest background and tweaked it to suit the style better. Then I decided to expand the game, creating a second level, which takes place in a barn that you escape to after your cabin burns down. Diving into the code, I saw that there was a field for a mystery gun, so I added a revolver, which you can buy at the shop as a secondary weapon, which will help you when your ammo runs low. After defeating the waves of enemies in the barn, the doors will open and you can walk into the light to escape. I also added an eerie start screen for the game, which gives it a bit more character when loading up, and then fixed some bugs, like the player being able to move outside the cabin while in first person. I spent the final hours of my time
polishing and adding sound effects to pull the game together, and I'm really happy with how it all turned out. All right, let's get this going. The Прикольно. candlelit cabin. Ooh, oh, I'm a ghost. Wait, I should wear my costume as well. I just realized. Hold up. Okay. They're stupid. I hope I'm not the only one in the costume, anyways. My son is sleeping in the other room, so I kind of have to do this ASMR gaming right now. So, first of all, I just played the game, loved it. I will say atmosphere goes hard. Very sick. Thought it was a very important thing to get right, so nicely done there. And I'm so glad the cabin isn't just a bunch of stretched cubes anymore, you know what I mean? I was hoping that somebody would implement this as a reload point. Whoever did this, thank you. The little indicators that show that you actually hit the enemy reminds me of House of the Dead. I love the addition next to the reload station of the shop. I feel like that adds a lot of gameplay complexity and made it quite a bit more fun. What is this? Ooh, I can buy stuff. Cool. Actually, how would you expand on the game from here? A few more enemies, I think. I like the breath. The breath was good. That enemy that sort of just pops up randomly. I like that. Oh my god, dude. Who would add such a thing? Who would add this to the game? Being a ghost, it would be pretty cool if you had some sort of ethereal projectile that you then shoot to take control of one of the enemies that are charging. It's a very ambitious idea. That's something, if you have like a year or like 6 months to work on the game, that's definitely a way to go. I would probably first of all work on some balancing changes. I think like the difficulty curve felt a little harsh at first. Retro game, oh my god. Escape the cabin, but how? Oh, whoa, what? Okay. I didn't even know there was a second map. Adding more specific ways to get rid of specific enemies would be interesting. Now you kind of just shoot everything. But you know, if there's like a certain candle, you need to keep that lit. If it gets blown out or anything, then a specific enemy tries and get you. So you're trying to manage all these windows. You're also trying to continuously reload. And maybe there's like a hole in the floor. Yeah. And they could come from under, like a specific enemy could come from under, right? Like having some more gameplay within the cabin itself could be cool. This is surprisingly scary. You have to wait till you see the whites in their eyes. Got you. If I had more time, I'd probably just want to make the responsiveness of hitting the enemy just a little bit better. Just make the feel better for the game overall. The fog here really works, and I like the color choices there too. Now it really came together. Also here, the grass that's waving in the wind, really nice. And also, complete sidetrack. I think, imagine this, but like in PvP, and someone is the person in the cabin and someone else is the forest, basically. And you kind of just have a complete different view of the game, like top down. You can place monsters and cause events to happen. I think there's maybe some implied narrative, because like you're sort of defending, like you're defending a cabin, but you already are a ghost, and then the end screen says that your corpse will never be found. Oh, I almost screamed. So it kind of feels like you're like maybe like defending the place where you died. Who made the enemy sprites? Was it you dual wielded? Yeah, that was me. Very nice work. I really enjoyed the crow character and the masked 3-1. I think they were really imaginative and gave us a great basis of stuff to work with. So that was really cool. And yeah, the cabin, of course, fantastic horror setting. So thanks everybody for like making it more and more cohesive and more awesome with every step. That was like a dream project to work on. Yeah. Meanwhile, 100 developers make a game without communicating video is still cooking, so subscribe to not miss that video. And we have a bunch of other really fun challenges. Так, Фермониум. Эта игра, да, видел. Десять месяцев назад. Арталайка Геймс. Hello, boys and girls.
claustrophobia. Everything takes place in the mind of a teenage boy, and you must break through all the boundaries to uncover its many hidden corners. А это более старый проект такой, да? Слава Грис. Ну-ка. Это отслеживает просмотры. Это вид IQ называется. Расширение для браузера, помогает следить за статистикой видео, всякое такое. Угу. Прикольно. Прям много так локаций всяких. Red Black Spades. Do you know who I am and why you're here, my darling? You're my doctor, and sometimes I lose my memory. Actually, you were lost in the woods for 2 weeks, burned down a hotel and a church, and escaped from asylum. What's wrong with me? You've got multiple personality disorder, Lily, or how should I call you today? I've got too many names, Doc. I go right, she goes right. He goes left, I go left. I go straight, she goes straight. She dies, we all die. Ебал, дремал. Бля. Он, наверное, заебался этой хуйней заниматься. I remember I wanted to be as beautiful as her. Это его первая игра. Там прикольная задумка, когда двигаешь одного персонажа, второй тоже двигается в двух мирах, типа, да.
Нормально, да. Благодаря музыке еще, наверное, прям хорошо пошла. Ну, кстати, прям хорошо, да. М. Ага. Хм. Девять часов, 15 часов. Первые 4 часа были адом. Что ж, игру пошел и хочу поделиться своими впечатлениями. На мой взгляд, задумка у игры неплохая, но как часто бывает, все портит техническая реализация. Управление кажется неуклюжим, и хотелось бы больше мобильности для персонажа. Временами возникало ощущение, что играя в Dark Souls, боссы мне в целом понравились, как и весь игровой мир. Если бы боевая система была бы более динамичной, игра могла бы претендовать на высокие оценки. Из мелких недостатков круговое меню без возможности выбора стиком. Серьезно, каждый раз раздражался, когда заходил в это меню. Игра мне в целом понравилась, но пришлось перетерпеть первые 4 часа нудятины, которые можно было бы насытить чем-то более интересным. Жалуются на управление в основном. И боевка, видимо, недостаточно динамичная. Чисто такие придирки. Ха. 21 час. Хуяси. 107 часов. Небольшой, но стильный, оригинальный, по-своему харизматичный проект проглянулся мне еще на бумстартере, и я ни разу не пожалел о вложенных в него трудовых копейках. Нихуя себе. Блин, ну это прям фанатище. А он так же, как Red Black Spade, да. А что, больше никаких проектов у них нету? У него, точнее. Он же все соло делает. Слава Грис. Ну, он, кажется, взял большой перерыв, так сказать. Сейчас по большей части занимается блогингом. Блогинг.
Короче, завтра или как-нибудь потом посмотрим его. Я, пожалуй, пойду, отдыхать, да. Давно уже должен пойти отдыхать, но чё. Засиделся что-то. Засиделся. Надо бы красоты навести на стрим. Ну, имеется в виду. Добавить тут всякого, чтоб вот было тут. Ну да, я постараюсь. О, я только пришел. Давай, пока. Да, я завтра постараюсь. Ну, завтра, скорее всего, просмотровый какой-нибудь устроим стрим. Будем видосики смотреть, игры играть. Так, чисто максимально зачилим. Сегодня как-никак выполнили, в принципе, задание практическое. Так что можно спокойно пойти почилить. Да. Я считаю, что так. Ну все. Спокойной ночи. Приятного вечера. И до завтра. До завтра. Всем пока.